Здравствуйте, уважаемые господа. Меня зовут Андрей Дуйко. Я руководитель эзотерической школы Кайлас. Приветствую вас на бесплатном пятничном вебинаре. Давайте очень быстро поставим плюсики, кто меня видит и кто меня слышит. Татьяна Якубишин, здравствуйте. Сергей Васильевич, здравствуйте. Вероника Якимович, здравствуйте. Минск. Жанна Куликова, здравствуйте. Николай Геринг, здравствуйте. Из Германии, здравствуйте, Николай. Жанна Аристанова, привет из Калуги. Нас сегодня очень много. Счастливого и приятного вечера, а еще и прекрасных праздников. Возрождение, наверное, возрождение весны, появление новой надежды, вернее. Для меня всегда праздник Рождество, не Рождество, а воскрешение Бога. Это всегда как праздник воскрешения новой идеи, новых желаний, новой веры, начала чего-то. Раз у нас идет такой знаменитый или такой замечательный праздник, я ни одного плохого слова не скажу в сторону христианства и другой религии. Но я бы хотел все-таки, я бы хотел все-таки сказать о том, что в моем понимании является словом высокая духовность. Вот я сегодня даже думал и рассуждал по поводу высокой духовности, то есть какая общая черта была у всех людей, которые были сподвижниками, а также были примером высокой духовности человеческой, подвига и так далее. И вы знаете, у меня есть на 100% понимание того, что же на самом деле этих людей между собой объединяет. Какое одно вот такое невероятное качество. Вы представляете, это качество наличия очень ярко выраженной доброты. Вы представляете, все эти люди объединяются одним удивительным качеством. Они невероятно добры были по отношению к миру, по отношению к тем людям, которые рядом с ними находились. Я вообще могу сказать, что Бог — это, скорее всего, существо, которое наполнено бесконечной добротой, но у которого абсолютно отсутствует желание. Почему? Если бы у Бога были желания, он, наверное, бы что-то хотел. А так у него нет желаний, потому что существо, которое имеет все, и которое всегда все имело, и которое всегда будет все иметь, наверное, ни в чем не нуждающееся, у него желания отсутствуют. А почему доброта? Ну, вы знаете, есть за что уничтожить этот мир. Правда, есть за что его уничтожить. Просто когда начинаешь чуть-чуть по-другому воспринимать этот мир, понимаешь, что все в гармонии, но до того момента, пока к тебе не прикасается какое-то горе. Но вот когда горе прикасается, или когда ты погружаешься в какое-то горе, или в какой-то ужас, не дай бог, там, в войну или еще во что-то, то начинаешь понимать, что мир точно несправедливый. Вы знаете, в этом мире, наверное, Бог должен иметь просто безграничное количество доброты по отношению к людям. Знаете, безграничное. Потому что, имея такие возможности, как у него, можно было бы убрать людей с планеты Земля, наверное, в течение 1 секунды. Поэтому пришла такая идея. Бог, скорее всего, это существо с неограниченной властью и с бесконечной добротой. А вы знаете, чем отличаются люди? Люди отличаются, в отличие от Бога, который бесконечно добр, и отсутствующие желания, у людей наоборот. У них бесконечные желания и полное отсутствие доброты. Вы представляете? И вы представляете, вот это, наверное, и есть тот элемент, который делает людей вот такими несчастными. То есть человек говорит: у меня не получается сделать так, чтобы в моей жизни выполнялись желания какие-либо. Почему? Потому что ты этого безумно хочешь. Почему? Ты этого безумно хочешь, и почему желание не исполняется? Желание не исполняется у людей, которые их безумно хотят, эти желания, и которые безумно злые. Если вы чего-то хотите, делайте так, чтобы вам было безразлично по отношению к тому, что вы хотите, и при этом становитесь добрыми. Вот вы представляете, наличие возможности стать добрым человеком в семье, потому что нужно начинать это, начиная с себя. То есть в тот момент, когда хочется кого-нибудь воспитать, критиковать, кусать, обижать, обвинять, драться, подкалывать, унижать,
я не знаю, обсуждать, доказывать и так далее, в этот момент нужно вспомнить об одном ключе, который может на 100% изменить жизнь человека. Это присутствие доброты. Я считаю, что если бы в один момент людей бы накрыло вот это состояние какой-то божественной доброты, то мир людей бы мог измениться полностью на 100% и мгновенно. Естественно, самый лучший идентификатор высокой духовности человека – это возможность посмотреть на него со стороны и, возможно, посмотреть, насколько этот человек является добрым. Вы знаете, я сегодня пытался в интернете поискать, говорил ли Иисус Христос слова какие-нибудь, в которых Он бы кого-нибудь ругал. Или там очень сильно кого-нибудь критиковал. Или очень сильно там кого-нибудь обижал. Вы представляете, этого практически нет. То есть это только чуть-чуть констатация фактов и так далее. То есть можно сказать, что этот человек отличался уникальным проявлением доброты по отношению к людям, которые находились и вокруг него, и далее. Такими же качествами обладали практически все сподвижники. Но вы представляете, я могу сказать, что если человек недобрый, то скрыть это невозможно. Вы представляете? Отсутствие духовности и приводит человека к тому, что он становится злым. У злых людей ничего в жизни не исполняется. Вот мне женщина одна написала: Андрей Андреевич, я и занимаюсь, я все делаю для того, чтобы у меня события в жизни изменились, я и мантры читаю, и у нас все равно с мужем плохие отношения, и у меня все равно ничего не получается, и на морской курс я съездила и так далее. Я могу сказать, почему это происходит. Потому что у этого человека отсутствие доброты. Этот человек должен нарабатывать присутствие доброты. Я хочу вам сказать сегодня, наверное, как подарочный такой вебинар. По моему мнению, самый простой способ исполнить мечту — сделать так, чтобы то, что ты хочешь, было тебе безразличным, и после этого как можно больше проявлять доброты в тот мир, в котором ты находишься. Это не значит натягивать улыбку и окружающим людям казаться хорошим. Нет, вы представляете, от того, будет у тебя улыбка или нет, от этого особо ничего не зависит. Добрым быть — это значит там где-то обнять ребенка своего, это кого-то поддержать, это кого-то не пропилить, знаете, это кому-то по много раз не высказывать гадости какие-то. Это суметь удержаться и отвлечься в тот момент, когда уже нужно было бы там ударить револьвером по голове и так далее. Вы понимаете? То есть в этот момент человек и должен найти в себе то, что называется духовный путь. Путь духовный сложный. Естественно, это самый лучший способ, который называется способ исполнения всех желаний. То есть человек говорит: я не могу на работу устроиться, с мужем я плохо живу. Почему с мужем плохо живешь? Потому что не могу держаться, критикую его, он не так работает, так что-то не делает, еще что-то не делает. Представляете, критика к близкому, она не так важна. На самом деле. Критика близкому не важна. Объясню почему. Дело в том, что люди, которые получили высшее образование или вот такое образование, как все остальные там в школе, в ПТУ или еще где-то, они уникальны тем, что они образованными становятся. У них большое количество знаний. А человек умный, как говорится в пословице, умный совершает свои персональные ошибки. Он учится только своими ошибками. То есть, если человек умный, он учится, совершая свои ошибки. А если человек не умный, то он слышит, как кто-то ему рассказывает об этих ошибках. Тогда скажите, вы когда мужа выбирали или жену выбирали, вы выбирали умных людей? Теперь вы пытаетесь им что-то сказать. Для чего? Чтобы что произошло? Чтобы они стали глупыми? Первый вариант. Или второй вариант, для того, чтобы они не совершали ошибок, второй вариант. Так вот, я вам хочу сказать, если они станут глупыми, вам будет неинтересно. А если они будут совершать ошибки, то они на этом научатся. И это говорит о том, что они умные, потому что умные люди совершают сами ошибки, потому что только на своих собственных ошибках умные люди учатся.
Согласны с этим? Таким образом, получается, я живу с этим мужчиной или женщиной и пытаюсь рассказать, как делать. Что же произойдет? Ничего не произойдет. Потому что, если он услышит, это говорит о том, что вы неправильно сделали выбор, и, видимо, человек не совсем умный с вами живет. А если он совершает поступки, после этого, во время этих поступков кается и так далее, ну, кстати, по поводу каяния, да, очень интересная вот такая идея, знаете. В христианстве считается, что это чуть ли не единственная, самая основная возможность попасть в рай. То есть нужно пойти вовремя причаститься и, естественно, покаяться. Вы знаете, у Луки было написано в Евангелии, у него было написано там, он вернее написал так, что Бог не хочет людей обычных к себе. Он хочет людей, которые сделали ошибки. То есть он хочет людей, которые сделали ошибки и которые каются. То есть таким образом он даже призывает. Он говорит, перед тем, как вы придете к Богу, обязательно засовершайте все ошибками. То есть там, какие основные ошибки? Там смертные грехи. Вот насовершайте смертных грехов, тогда больше шансов покаяться, чтобы куда-то попасть. Вот у меня когда-то была такая интересная история. Я приехал в церковь, мне нужно было прийти причаститься, исповедаться. И батюшка меня начинает спрашивать, что тебя мучает? Я говорю, ничего не мучает. Мне совершенно нечем мучиться, а я ничего плохого в жизни не совершал. Он говорит, у тебя тогда кайся за то, что у тебя есть грех деторождения. Вот то, что ты родился, вот за это проси прощения. Я говорю, ну прошу прощения тогда за то, что я родился, я даже не знаю. Ну, говорит, это грех деторождения, ты родился, потому что ты от Адама и Евы и так далее. Ну, это тоже сложный вопрос, знаете. От Адама родился Ицхак, от Ицхака родился там Мойша, от Мойши родился еще кто-то. В итоге появился первый еврейский народ. Знаете, я не могу понять, если я от Адама и Евы, то тогда я тоже еврейский народ, получается, или как? То есть, а кто ж тогда негры, знаете, тоже непонятно. А негры там где появились? В каком из рубежей? Негры от кого? То есть, они там не от Адама и Евы, но они же были первыми или нет все-таки? Знаете, много противоречий возникает таких, которые заставляют в дальнейшем улыбаться. Я говорил, что о христианстве говорить не буду. Правда, что когда делаешь для кого-то, сбывается быстрее. Например, хочу похудеть, чтобы нравиться мужу, или выиграть машину, чтобы муж не ездил. Нет, нет. Для того, чтобы у вас появилась машина, нужно восхищаться машиной. Каким образом это делать? Подходите к чужой машине и говорите, машина и любое материальное благополучие – это то, чем нужно восхищаться, как будто это женщина. Вот женщинам понятно. Допустим, мужчина подходит к женщине, которую он первый раз в жизни увидел, и начинает восхищаться. И говорит, женщина, вы такая красивая, мои глаза не видели такой красоты, как вы такая особенная и так далее. То есть женщина начинает чувствовать неровное к себе отношение, видит восхищение. Главное здесь сделать очень правильные глаза, потому что женщина обман чувствует. Не чувствует обман. Потому что главное слова в этот момент. Да? Главное, чтобы кто-то что-то рассказал. А там правильно, неправильно не имеет значения. Итак, на улице стоит автомобиль. Вы хотите сделать так, чтобы у вас этот автомобиль появился. Вы подходите к этому автомобилю и начинаете им восхищаться. Говорите, о, какие колеса красивые. И такие тут шипы на колесах. А какие диски? Не диски, а дискища. А такая мягкая, такая красивая, как ягуар, вытянутая, ну я не знаю, придумывайте сами. Вот если вы найдете 100 элементов восхищения, то эта энергия вас полюбит, и такой автомобиль будет у вас. Вы представляете, вот как оно срабатывает, а не делать для кого-то. Причем делать для кого-то. Люди настолько далеко, люди настолько не разбираются в эзотерике, что это иногда даже улыбает.
Допустим, вам нужен отель. Что нужно делать? Приехали в какой-то отель, вам такой отель нужен, ходите и восхищаетесь им. И вот такие колонны, а какие дома, ах, какие там... Или смотрите картинку какую-нибудь, там очень-очень худые женщины с впавшими щеками, с втянутыми в мозг глазами, там, и так далее, с завернутыми вверх ногтями, там, я не знаю, что у них там, втянутым анусом заднего прохода к горлу, от голода кишки втянули уже, понимаете, они уже ничего давно никуда не выделяют, знаете. И вы берете такую картинку и начинаете говорить: ой, какая ты особенная, и какие же у тебя губки, и какие у тебя глазки, и ты такая красивая. В этот момент вы худеете, все. Диктуете этой худобе или восхищаетесь этой худобой. И такие ребра впавшие особенно, и глаза такие впавшие, а волосы какие редкие от витаминоза, а зубы все вставные. Боже, какая же прелесть, как же это все красиво. Вот как нужно. Скоро будете такой же. Все понятно. Это так человек работает с энергиями, именно так и работают. Людьми... Энергии как женщины, вы представляете, они как женщины, они хотят, чтобы ими восхищались. Вот восхищаетесь, это будет происходить. Не восхищайтесь, видите худую, а вы при этом полная. Говорите: вот худая, на худых только собаки кидаются. Все, вы уже худой не будете, можете даже не расстраиваться. Галина Иванова. Болеет внук 3 годика. Вирусная инфекция. От медицинского лечения нет результата. Сильный кашель. Прочитал 2 мантры от простуды и вирусов. 4 часа проспал и ни разу не кашлянул. Закончила запечатано. Сегодня результат. Сегодня повторили. Сколько времени читать? Ну, несколько дней делать необходимо. Я могу сказать вам, я болею до того момента, пока не сяду и не прочитаю заклинания для себя. Вот сколько я их не буду читать, вот столько буду по времени болеть. Хоть пьешь антибиотики, хоть не пьешь антибиотики, хоть что угодно делаешь. Если организм привык лечиться эзотерикой, энергией, все, он больше ничего не хочет. Потом ему даешь и говорит: не буду, ешь, не хочу. Вот мантру почитай, мантру читай. После этого мантру почитал, спать лег, утром легче. Снова почитал, в течение дня до вечера совсем хорошо. И говоришь: ну надо было до этого 2-3 дня себя антибиотиками кормить. Что попало? Но вы же понимаете, мы настолько устаем от эзотерики, как ни странно, что нам легче потом выпить там антибиотик или еще что-то. Но все равно это же эзотерические болезни. Ты ими эзотерически болеешь, потом привык к этой чистой энергии, а потом пробуешь чем-то лечиться, ничего не помогает. Ну, вы правильно сделали с ребенком. Про исполнение желаний думаю 2 дня. Да, вы как-то сказали, что энергия желаний, подогретая чувствами, уходит в космос. А там холодная энергия. Вот и пытаюсь желать холодно. Человек, который желает... Что бы он ни желал, все это желание, оно подогревается чувствами. Невозможно желать. Как это нужно желать? Нужно сказать: скоро у меня это будет, и сказать: но мне это все равно. И после этого более или сильнее работать. Смотрите, ваша вера в этом смысле, она, ваше сформированное желание через элемент «мне все равно», скоро у меня это будет, это уже является элементом веры. Элемент веры — это как аксиома решения определенной задачи, где 2 плюс 2 закономерно 4. То есть это не 0,4, не 3,875 тысячных, не там 4,01, там, не 3 в минус там, 16 степени. Это все равно будет 4, это аксиома. Когда у вас стоит аксиома, то вы тем, что говорите «я желаю этого и я думаю об этом», вы эту аксиому ломаете. То есть она уже становится как бы может быть будет, а как бы может быть не будет. Здесь самое важное сформулировать свое желание и наплевать на него. То есть сказать: скоро, ну и что, у меня скоро будет такой дом? Неважно. А теперь чем же нужно исполнять это желание? Это желание необходимо исполнять проявлением внутренней доброты. Вот чем оно исполняется, вы представляете? Желание это исполнится внутренней добротой. Вот если в этот момент проявлять внутреннюю доброту, кому? К себе, к близким, к миру, то тогда эта внутренняя доброта исполнит ваше желание. Я не могу устроиться на работу, твою мать.
конец. И не устроишься на работу. Да сколько это может продолжаться? Я не знаю, как продать дом. Ну, что ты его продаешь? Все уже можешь не продавать. Тебя же уже бесит. А беситься — это проявлять зло? Конечно. А тогда что же нужно проявлять в этот? Скоро дом продастся. После этого: ты моя пташечка, ты мое солнышко, пуси-пуси. Мне так удобно, у меня малыши, знаете, я с ними каждый день проявляю какое-то, я не знаю, внутреннее тепло. Но могу сказать, что как только начинаешь проявлять внутреннее тепло или внутреннюю доброту по отношению к людям, которые приходят, к детям, к тем, кто на улице находится, в этот момент все желания, все элементы жизненные, они все сами по себе решаются. Я могу сказать, что элемент добродетели, на который обычно не обращает никто внимания, недооценен эзотериками, как правило. Дело в том, что это элемент высокой духовности. Чем более духовный человек, если можно так сказать, тем больше ему будет переть по жизни. То есть то, что вы хотите, будет вам даваться. Здесь самое важное — найти вот этот элемент доброты. А скажите, у вас есть знакомые очень добрые люди? Скажите, можно ли сказать, что они достаточно материально обеспечены? Но скажите, если выбрать, то... А есть знакомые очень злобные? Очень злобные. Скажите, можно ли сейчас провести вот такое временное исследование мысленное и сказать, что вы знаете очень взрослых злобных и очень взрослых очень добрых? Скажите, ну здесь тоже очень сложно так проверить. Дело в том, что добрый человек может быть злым по отношению к себе в середине себя. То есть он может быть злым. Там, даже, знаете, он может быть злым, даже не столько не сдерживаться, допустим, там, а где-то женщина у меня была, она сказала: я люблю своих детей, но когда ребенок делает что-то не так, я не могу сдержаться и обязательно бью этого ребенка. Я говорю: ну что ж такое? Она говорит: вот не могу, потом бью, причем сильно, а потом рыдаю. Я говорю: ужас какой. Она говорит: я придурочная какая-то, придурочная. Потому что я, говорит, так расстраиваюсь, ни в чем не виноват ребенок, но по пустякам. То есть там последний раз это было, там ребенок пришел из школы, у него воротник, и воротник на одну пуговицу неправильно застегнут. И, видно, торопился там со школы или еще что-то. Она увидела эту пуговицу, и после этого: все, ты не мог пуговицу правильно одеть. И после этого, говорит, как зарядила ему просто вот так по лицу рукой, и, говорит, остался аж фиолетовый синяк. Андрей Андреевич, говорит, я же очень хороший человек, почему я не могу сдерживаться? Да. Или там женщина написала: у меня муж любит одного ребенка и любит моего ребенка, который у меня от первого брака был. А потом, когда мы сошлись, то он начал забирать у моей дочери вот это от первого брака телефон. И, говорит, дошло до того, что начал кричать: я тебе запхну непонятно куда. И начал кидаться в нее этим телефоном. То есть она его во всем бесит. Но при этом он очень добрый человек. То есть я смотрел его фотографию, он хорошо относится к тем людям, которые рядом, на работе или еще где-то, еще где-то. Вот ему нужно развивать элемент высокой духовности, вы представляете? Находить в себе возможность быть добрым человеком. Развивать в себе вот такое качество ему необходимо. Вот такое качество очень важное. Если вот такое качество развить, то все в жизни появляется. Вы представляете, оказывается, когда дети появляются, и человек рядом с таким ребенком проявляет доброту к этому ребенку, то у него появляется со временем и машина, и квартира, и доход увеличивается. Замечали? А потом дети родились, или потом собак заводят, и там лучше становится, потому что к собаке можно проявить элемент доброты какой-то. Это очень важный элемент, вы представляете? В ходе исполнения желаний элемент доброты является важным. Почему я не советую использовать чувства в момент исполнения практик, выполнения желаний? Дело в том, что если сильно проявить свое чувство в момент исполнения желаний, то тогда эта энергия, направленная из сердечной чакры, начинает бесконечно формировать и исполнять это желание. Эта энергия бесконечно выходит до того момента, пока программа исполнения желаний в виде юлы не будет исполнена.
И после этого я вижу таких людей, которые посмотрели семинары там Довлатова Константина, или посмотрели Александра Полиенко, или посмотрели кого-либо еще, я не противник этих людей, знаете, где сказано о том, что исполнение желаний для этого очень важно чувство и так далее. У них появляется потом аморфность чувственная. То есть они хотели бы чувствовать, а чувство как исчезает. Так вот, до того момента, пока мыслеобраз создан и чувства исполняют это все, то они будут постоянно как вакуумом забираться и забираться и забираться и забираться. Конечно, невероятно жаль этих людей, которые посмотрели в свое время там Шлахтера, или посмотрели в свое время «Трансерфинг реальности», или даже фильм «Секрет», и начали выполнять данные методы с направлением внутренних аспектов чувств с целью использовать их в ходе исполнения своего какого-нибудь престижного желания. А желание сложное. И после этого у человека что-то такое случается, все видят закат, он не видит. Все видят солнце, он не видит. Все видят, как погода меняется, он не видит. У всех любовь, а у него нет. И он и хотел бы. И после этого такие люди приходят ко мне и говорят: Андрей Андреевич, ну я ничего не могу понять. Такое ощущение, как будто я не живу. Ощущение какой-то серости, ощущение какой-то вот погрязности, ощущение вот и радуюсь. У меня даже женщина была такая знакомая, она говорит, подошла, говорит, зима началась, я подошла к окну и рыдаю. Муж говорит, да что ж ты рыдаешь? Она говорит, ничего не могу понять. Дети приехали, Новый год, праздник, тарелки стоят уже, зима такая красивая, мужа своего люблю. Но, говорит, ощущение у меня такое, как будто вот исчезли краски и все, ничего не радует. И говорит, прямо руки сложила и говорю, ну, я ее не обижаю этим, наверное, то, что рассказываю. Говорит, руки сложила и говорю, ну, Боже, дай мне хоть каких-то красок жизни. Ну, что ж, краски жизни вообще исчезли. Ну, вообще ничего не нравится. Ну. Ни еда, ни люди, ни жизнь, ничего. Говорит, вообще отсутствие, как будто чувство кто-то отобрал. Помните помните, был знаменитый фильм, сериал, который называется «Украденный смех». Украденный смех. Так вот, украденный смех происходит в тот момент, когда наслушаются вот таких мастеровых, можно так назвать, или мастеровых. И после этого начинают применять данные методы и теряют вот эти чувства. Вы их выделяете, они еще не успели проявиться, до вашей головы дойти, а уже улетели в то место, где нужно исполнять ваши желания. Но человек не может своими чувствами построить себе то, что мог бы сделать для него Бог. Понимаете? Поэтому человек думает, я такой особенный, я такой офигенный, я такой энергетически сильный, я такой еще какой-то, а не направить ли мне все свои чувства на то, чтобы я реализовал свое желание. Вот лучше не надо. Вот в этот момент лучше не надо. Вы знаете, как в свое время Queen назвали киллерами группы Led Zeppelin, так меня сейчас в последнее время очень часто называют киллером некоторых эзотерических направлений, вы понимаете? Потому что я, к сожалению, наверное, я просто высказываю свою наработанную четкую точку зрения. Естественно, я со своей колокольни могу сказать о том, что где-то это может быть реально небезопасно. То есть не стоит, человек говорит, я бы хотела, я провела обряд, вот недавно был такой разговор, женщина говорит, Андрей Андреевич, я хочу вам дать деньги и заплатить за обряд, как это называется, мужчину приворожить. Я говорю, хорошо. Я говорю, ну давайте рассмотрим вопрос этот более глубоко. Смотрите. Вот этот мужчина, которого вы хотите приворожить, зачем он вам нужен? Вы не понимаете, его так сильно люблю, он этого не понимает, он тоже меня любит. Я говорю, хорошо, сейчас это выглядит так. Бог – это отец семейства. Он пришел с ребенком в супермаркет, где стоит кукла 4-метрового размера.
А квартира такая, где живут 5 человек и собака, и негде поселить еще такую куклу. И после этого ребенок начинает кричать: я хочу эту куклу, я хочу эту куклу, отдай мне эту куклу срочно. А папа объясняет: ну послушай, я такую куклу не могу принести домой, нам негде будет спать всем, она не поместится просто. Эта кукла, она нам не подходит, она никуда не подходит. Если ее тебе дать, то и мне будет плохо, и маме твоей будет плохо, и всем остальным. Я ей сразу же говорю: скажи, у тебя есть мама? Она говорит: да. А дочка у тебя есть? Ну, я знал, что есть. Она говорит: да, и дочка у меня есть. И вы живете все на квартире, которую ты купила за свои деньги. Да, за 30 тысяч долларов однокомнатную квартиру в городе Киев. Я говорю: ну, молодец, слушай, сейчас... Если этот мужчина приедет к тебе, то будет как с этой куклой. Вот этот гармыдар займет все место. Неработающий, ругающийся, плохо ко всем относящийся. То есть, что произойдет? Кукла закроет все пространство. То есть, не будет хватать ни воздуха, ни хлеба, ни места, где спать. Ничего не будет хватать. Я говорю, понимаешь... Отец или Бог Отец, он не дает тебе этого мужчину. Это как вот в такую однокомнатную квартиру занести такую огромную игрушку. Из-за этого у тебя с ним ничего и не получается. Она говорит: нет, Андрей Андреевич, я его очень люблю. Я говорю: ну вот послушай, ты очень сильно его хочешь, а он, скорее всего, не хочет. Но ты должна у него спросить, хочет он или нет. Он хочет, он просто не знает, на него магия. Я говорю: ну тогда же это же другое дело. Ну, конечно, на него магия, все магии мира. Я вам хочу сказать, что в делах любви маги не помощники, знаете. В делах любви маги не помощники. Даже любовь, ее можно подделать. А вот счастье на лице не подделать, вы представляете? Знаете, сколько я вижу якобы влюбленных, но абсолютно несчастливых? Вот печати эти видны сразу. Для этого даже интуиция не нужна. Знаете, когда приезжают на морской курс, мы друг друга любим, мы друг друга любим. Я обычно говорю только одно и то же слово: ну-ну. Почему? Потому что я понимаю, что дело только времени. У нас была такая история: молодая женщина, к ней приехал мужчина, и приехал ее забирать, чтобы увезти в Россию, там куда-то на север и так далее. И я уже с Соней жил, и мы отошли, и я говорю: она пусть едет, у нее хорошее будет становление. Но я тогда сказал: ты знаешь, ну ни она его, ни он ее абсолютно не любят. То есть у них этого нет. Почему? У них есть любовь на лице, они ее умело подделали. У них есть любовь на лице, они ее умело подделали. Но у них счастья на лице нет, понимаешь? Счастья нет, любви не надо, знаете, подделанной тем более. Вы знаете, со временем, в случае, если два интеллигентных человека начинают встречаться, и у них нет любви, но они живут длительное время, там 10 лет, 12 лет, то потом у них любовь появляется сама по себе. Ее искоренить потом невозможно, она крепче любой другой любви. Поэтому я иногда даю такой совет: не стоит торопиться разрывать отношения. Знаете, не стоит их торопиться разрывать. Иногда их легче все-таки сохранить, приумножить, утеплить. И сделать так, чтобы они были там добрыми, комфортными, мягкими и так далее. Вообще, говорил, вообще не туда ушел. Итак, я хочу сегодня объявить о завершении конкурса, который назывался конкурсом «Видеоотзыв о прохождении какого-либо семинара школы Кайлас». Этот видеоотзыв нужно было оставить, начиная после Нового года и вот аж по сей день. Каким образом я нашел лидера конкурса, которым стала Ирина Калмыкова или Калмыкова? Я сделал так. Я взял всех людей, которые участвовали в этом конкурсе. Их было там, этих людей, очень много. Это и Игорь, Вика, там Джунусова, там Владимир Гусак, там огромное количество людей. Это более чем Инга Житня, Елена
Лев, ну, очень много людей. То есть самые невероятные видео, Лопухова Настя, то есть очень-очень много людей написали. Как она проводила обряд из программирования 2018 года. И одно из желаний ее было, которое она завязывала на четке, оно было связано с тем, чтобы отремонтировали поликлинику, в которой она работает. Вы представляете, почему? Видите, не себе хотела. Это человек с такой высокой добродетелью, вы представляете? И ее так это вдохновило. Она первое желание на четках завязала не себе, а чтобы люди могли приезжать. Там 20 лет поликлиника деревенская, ее никто не ремонтировал. А она работает там, принимает людей 20 лет подряд, как местный врач, вы представляете? И ей передали краску, кто-то там из деревни собрался, дали денег, и они отремонтировали эту больницу. Вы представляете? Очень трогательно. Почему так произошло? Ну, мы как эзотерики теперь понимаем. Помните, я говорил, большие деньги, безумные деньги могут получить только безумцы, которые могут потратить деньги безумно. Таким образом, я могу сказать, что когда женщина написала, я хочу выиграть эти деньги, нам нужны деньги на ремонт и так далее, то я могу сказать, что это не безумие потратить деньги на ремонт. А вот потратить деньги на то, чтобы сделать поликлинику, которая даже не твоя, вот это я понимаю. Конечно же, она всегда будет в выигрыше, вы представляете. Скажите, пожалуйста, как прекратить связь с ненужным человеком? Берете телефон, после этого блокируете номер этого человека, выбрасываете все его фотографии. Здесь ничего, чуть-чуть неправильный вопрос. Он должен звучать чуть-чуть по-другому. Он должен звучать так. Как не чувствовать хорошее к этому человеку? Вот такой вопрос должен быть. Как не чувствовать хорошее? Так вот, я хочу вам сказать, что в тот момент, когда человек хочет связи с каким-то человеком, то сначала, когда он хочет связи, а этот человек не приходит к нему, то в этот момент именно и появляется желание этого человека иметь. Почему? Вот подумайте сами. Когда вам хочется кушать, то вам хочется кушать больше, когда вы голодны или когда вы наедитесь? Конечно, когда голодные. Точно так же и вот с таким человеком. Обычно, когда кто-то кого-то обидел и уходит, то обида на этого человека мешает нормально жить, потому что сразу же появляется идея. Это как я голодная, я хочу кушать, понимаете? Точно так же и здесь появляются вот такие моменты. То есть человек говорит, я хочу именно его, потому что именно он бросил. Как от такой офигенной вот меня вообще кто-то вообще мог уйти и так далее. А что нужно сделать? В этот момент может помочь добродетель. Добродетель, правда, добродетель звучит так. Я люблю этого человека, я настолько хорошо отношусь к этому человеку, у меня настолько сильная искренняя любовь к этому человеку, что я отпускаю этого человека, пусть он строит себе новую любовь. Моя любовь слишком сильна для того, чтобы он был счастлив. Представляете, вот так нужно, вот таким образом можно отпустить. А когда нет, скотина, я его ненавижу, но хочу его, то это неправильно. А наоборот, я слишком люблю этого человека, он достоин быть счастливым. То есть нужно где-то с позиции вот такого проявления доброты. Тогда забыть можно. А если скотина, он еще и с ней, и сережки купил, там, и колечко, и так далее. Все, нет вам теперь никакого счастья. Теперь вы себя замучаете 100%, вы себя очень сильно заклюете. Вам теперь нужно будет, там, я не знаю, психиатрия, психология, не знаю, какие-то там спасения и так далее. И ничего не будет помогать. То есть нужно найти не принцип такой, в котором человеку там, я ему еще сделаю, я ему покажу. Да ничего не сделаешь, да ничего не покажешь. Уже все, что можно было показать, он все видел. А все, что можно было сделать, уже все сделано, знаете. Уже поздно. А что же нужно сделать? Нужно искренне
искренне просублимировать это в себе, как бы объединить внутренние качества, насколько человек дорог. Если дорог, то тогда он имеет право тоже жить счастливо. Если он дорог, имеет право жить счастливо, имея еще и свою собственную точку зрения, в которой он имеет право быть. Смотрите, выбор еще никто никому не запрещал. То есть у каждого человека есть особое качество. Это качество добровольного выбора. Так вот, когда женщина и мужчина не смогли сойтись, и у него есть качество добровольного выбора, и он уходит, то ничего в этом страшного нет. Значит, женщина должна найти внутреннее желание, если любит, отпустить этого человека, пусть уже там будет где угодно. Другой вариант, когда мужчина имеет проблемы психические. Есть типы мужчин, ну и в принципе есть такие типы женщин. Есть типы мужчин и типы женщин, у которых есть, я это называю даже проклятием, которые не могут успокоиться. То есть этим мужчинам и этим женщинам все время кажется, что они могут найти для женщин еще более состоятельного, еще более любимого, еще более такого, который бы вами там или женщиной дорожил бы, еще более восхищающегося, а для мужчины еще более молодую, еще более там, я не знаю, там в постели какую-то, я не знаю, в общем, что может двигать, еще более какую-то. Вот когда вот такой поиск не заканчивается, то этот поиск, скорее всего, связан с элементом внутреннего проклятия. Почему? Люди все созданы по образу и подобию Божьему, и реально все одинаковые. Просто одни спокойные и не ищут, а другие беспокойные никак не могут успокоиться и вечно ищут. Вот те, которые вечно ищут, они имеют червя, который называется внутренний червь раздора и внутренний червь несчастий. Вот этот внутренний червь несчастья, с которым и нужно побороться, и через который и нужно переступить. Вы представляете? И в тот момент, когда мужчина нашел женщину, и женщина нашла мужчину, и они начали встречаться, и у них получилось, но начинается там, я не знаю, еще кого-то там поищу, или я не знаю, может еще кто-то. В этот момент нужно себя научить это не делать. Вот если не делать и пожить несколько лет, тогда все будет очень хорошо. Понимаете, тогда все будет очень хорошо. Я считаю, что самое страшное, что может быть, это интернет, который очень сильно мешает человеку, потому что он показывает картины, не стыкующиеся с жизнью обыкновенного человека. То есть обыкновенные люди – это не то, что показывают в кино. Обыкновенные люди – это не то, что показывают в музыкальных клипах. Обычные люди это не то, что ни в кино, ни в клипах, ни в шоу, нигде. Обыкновенные люди это метро-ситро. Понимаете? Обыкновенные люди это обыкновенная жизнь. Вы представляете? В обыкновенной жизни у обыкновенных людей есть обыкновенные задачи. И эти задачи, они не блистать на сцене, и там, не иметь миллиарды, не быть там каким-то каким-то человеком со сверх какими-то качествами, там еще чем-то. Обыкновенная жизнь обыкновенного человека проявляется в заботе о близких, поддержании своего рода и бесконечная улыбка на лице с проявлением доброты. Вы скажите мне, какая разница у человека, богатый он или бедный, если он счастливый? Все равно. А скажите, голодный или не голодный, если он счастливый? Вы понимаете? Здесь нужно поспорить, сказать. Бывают такие люди, которые голодные и несчастны. Я вам могу сказать, что это временно. Если несколько раз себе сказать, все, отстань, тело, ты меня замучила, голодный, не голодный, что задолбало меня уже, вечно есть хочешь, то после этого оно потом отказывается. И там, я есть хочу, все, отстань, я не обращаю на это внимания. 3 раза попросит, на 4-й раз скажет, есть хочу, отстань, все, не хочу тогда есть. И после этого, я говорю серьезно, оно так воспитывается, просто нужно знать, каким образом это делать. Знаете. Сейчас начнется, я есть хочу, отстань от меня, тело, я уже не могу, и так 10-й день не ем, да? Я сознание, может быть, теряю. Тыряю. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, в вашем видео «Секреты миллионера». Вы рассказали о волшебстве с журналом. Можно ли это сделать для родной сестры или нельзя вмешиваться?
Человеку можно что-нибудь пожелать. Это лучше, чем написать на газете. Человеку можно что-нибудь пожелать хорошего, и у человека это исполнится. Помните, я говорил, намерение, направленное в сторону какому-то человеку, в дальнейшем появляется в виде его действия по отношению к вам или вообще по отношению к кому-либо. Поэтому намерение, оно может быть такое. Смотрите, вы представляете свою сестру и говорите, там, скоро надо встречаться с мужчиной, с хорошим. Вот бы она начала встречаться с мужчиной хорошим, вот с хорошим каким-нибудь там усатеньким, носатеньким, ушатеньким и так далее. И после этого это намерение, которое вы направили в сторону вашей сестры, будет у нее в виде действия, она начнет встречаться. Кстати, магия беременных. Я сегодня, кстати, хочу поздравить ребят, обратились ребята, не могла женщина родить. И сказал, ничего страшного, сейчас за 2 часа родишь. Через 2 часа написали о том, что родила, поздравили с тем, что ребенок родился. Обращайтесь, если что. Могу сказать, что намерение, направленное в сторону какого-либо человека, в случае, если это намерение такое достаточно доброе и хорошее, будет реализовано у этого человека. Поэтому особенно хорошо работает с беременными. Для беременных это вообще власть 9 месяцев невероятно. Почему? Все, что беременная женщина в хорошем настроении желает за 9 месяцев своей беременности, все исполнится на протяжении 9 месяцев, пока ребенку не исполнится еще 1 год. Если ее заставить качаться и думать о счастье, о новой квартире, о ягуаре, там, о хорошем бизнесе, то после этого в течение года это все появится. А как обычно или что обычно женщины делают? У них это наоборот происходит. То есть у них все плохо, их тошнит, надо полежать, они задыхаются и так далее. Кроме моей жены, она правильно все делала. У нас 9 месяцев было счастье. У нас не 9 месяцев, а 27 месяцев, да, Соня? Да. Соня, я тебя люблю. Вот, перед лицом товарищей, видишь, говорю. Скажи, ты на меня раздражаешься? А знаете, почему она не раздражается на меня? Потому что я не раздражаюсь на нее. А вы знаете, почему не происходит ничего вот в мою сторону? Это связано с тем, что у меня нет намерений. То есть у меня нет намерений. Она не раздражает, она меня не бесит. Но мне все в ней нравится, понимаете? И это не вызывает у нее желания что-то сделать в мою сторону. Понимаете? Вот смотрите, когда человек начинает жить с другим человеком, то начинает смотреть на этого человека и говорит себе, блин, там от него воняет, у него плохая нога, он там шлепает, сёрбает там, и так далее. И терпит при этом, терпит. Почему он терпит? Я хороший, я буду терпеть и так далее. А после этого у этого человека он не терпит. Почему? Потому что то, что вы создали, оно через призму перешло к этому человеку и должно создать действие. И он сдержаться не может. Так вот, если муж дерется, в этом виновата женщина, которая раздражается на него. Представляете? Она так долго раздражается. Почему? Изо рта воняло. Потому что пришел пьяный, потому что там носки бросает, потому что там и начинается. То есть это накапливалось, а потом прорвало, вы представляете, он не смог удержаться. Поэтому намерения должны быть чистыми, нужно отвлекаться. Я этому буду обучать сейчас на первой ступени, как это делать профессионально. Приходите, кстати, ко мне на первую ступень, она будет начинаться 19 апреля и закончится, правильно, да? 17 апреля и закончится 27 апреля. Очень интересная будет у нас первая ступень, она будет видоизменена и так далее. Почему я решил в этом, в новом офисе. Почему я решил видоизменить первую ступень школы Кайлас, я объясню вам. Дело в том, что люди стремятся к эзотерике, но они не всегда понимают, какие ресурсы они используют для того, чтобы эзотерика была исполнимой. Вот как мы сейчас рассмотрели вопрос, допустим, в котором я сказал, что если человек начинает при помощи или запускает яркими чувствами своими желание сделать бизнес какой-то, ой, скоро у меня и там
будет вот этот дом на Крещатике моим. И после этого скоро вот этот дом будет моим. Получается, лучшие чувства были запущены туда. То есть это не вера, как я обычно говорю, скоро у меня будет как, неважно, у меня есть Бог, Он мне поможет. Да? То есть это не Бог создает для человека, а сам человек. Теперь все чувства будут уходить туда. А я соединен со своими детьми. То есть у меня там до 18 лет есть дети, я соединен со своими детьми, со своим родом, со своей женой. То есть я у всех буду подкачивать энергию чувств. И все станут какими? Бесчувственными. Почему? И дом не получу, понимаете? Потому что эти чувства будут менять целых миллион человек. Они будут создавать условия, какие-то энергии, будут создавать вот эти преграды, которые эти же чувства будут. А я буду каждое утро просыпаться с мутным, мрачным, гадким настроением. Как вурдалак из могилы подниматься и выдыхать, понимаете? Говорит, ну что ж такое, нету настроения никакого. Ну что ж такое, нету настроения. И почему его не будет? Начало реализовываться. Скажите, но ведь давно же уже люди начали говорить о многих там методах. Ну вот, допустим, одни из самых популярных я сегодня даже специально выпустил. Вернее, написал. Что предлагает эзотерический рынок? Работать с воспоминанием и вытеснением травм. То есть это найди первопричину, после этого проработай первопричину. У Ковалева это измени первопричину. Допустим, встретил ты плохого человека, при этом ты после этого должен его снова встретить мысленно, но представить, будто он уже не плохой, а хороший. Это сможет изменить первопричину. Так вот, я вам хочу сказать. Допустим, женщину изнасиловал кто-то в подъезде. Сколько бы раз она не возвращалась и не изменяла, это будет вызывать у нее все равно травму. Лучше это под вот этим пластом ужаса времени похоронить и не вспоминать. Я вам хочу сказать, что вот у меня зуб, там у меня он с дыркой, допустим, и у меня не болит. То есть прошло уже 10 лет, там, возможно, десна проросла, нет у меня стоматологии никакой, ничего. После этого мне предлагают, ты возьми палочку и вот туда, в эту палочку потыкай в этот зубик, вот туда, где этот нерв. Я говорю, ну у меня же ничего не болит. Ничего, ты потыкай палочкой, потыкай. Я беру палочкой, тыкаю, и у меня зуб начинает болеть. То есть что происходит? Вместо того, чтобы это забыть и похоронить, человек вновь разрывает вот эти давно уже закрытые, никому не нужные кости в шкафу, как говорят в народе, да, или скелеты в шкафу, и они там себе тихонечко находятся. Человек достает их, и эти скелеты оживают, создают новые проблемы, создают новые страдания. Считаю это неправильным. Дальше. Возвращение в прошлое. Очень популярно сейчас. Родовые какие-то практики. Давайте весь род, пускай нам поможет. Жила себе бабушка Нюра. Моя, как же, Дора, да, Соня? Дора ее. Жила у меня прабабушка Дора. Прабабушка Дора, у нее был муж, его звали Израилем, да? Жила бабушка Дора с мужем Израилем, жили они себе хорошо, была у них жизнь сложная, умерли они там от того, что там Степана, он же Степан, отправили этого Степана куда-то там на Колыму, после этого Дора с детьми там жила и умерла, жизнь у нее была тяжелая и так далее. Умерла она от тяжелого заболевания, когда умирала, мучила ее совесть. Степан приехал, у него тоже совесть мучила, всех он там не любил и так далее. И эти люди умерли, теперь они сила моего рода. То есть я должен какую силу взять, когда я буду призывать этих несчастных умерших людей, чтобы что они сделали? Чем они могут мне помочь, скажите? Они при жизни даже бы мне не помогли. Возьмитесь и мне. Так вот, я вам хочу сказать, ничего не произойдет. Никакую энергию мама не даст, никак вам не... А вот отчитает вас 100%. Скажет, ну ты клуша, ну сколько ж можно? Да? Тогда а смысл получается? И начинается, пусть мертвецы помогут, раз живые не помогают. Да? То есть давайте обратимся к мертвецам.
Ура, сила моего рода, сила Громозорга, там, Бабадора и так далее. Появись, сила рода, пошли мне в рот энергию. Ужас какой-то, да. После этого я чувствую, как энергия заходит. Нет, после этого не энергия зайдет, а холод мертвецкий зайдет. Люди, которые проводят такие обряды, получают потом мертвецкий холод. Представляете, ни любви не будет, ни счастья. И мужчины потом от вас будут уходить. Понимаете? А еще туда прицепить деньги какие-нибудь и так далее. Ну и все, будет конец вообще. Ни денег, ни ужас какой-то. И потом черти еще будут приходить. Ловить лучи божественного цвета. А это сегодня ноу-хау. Это новые такие методы. Это ловить лучи божественного цвета. Я хочу еще раз сказать эти слова. Когда человек развивает у себя ясновидение, то он это делает при помощи 3 последовательных элементов. Первое. Я знаю, что это происходит. Второе. Я чувствую, что это происходит. И третье. Я вижу, что это происходит. Вот если на пути развития ясновидения 1, 2 или 3 этап исчез, и было сразу «я вижу это, но не чувствую и не знаю», то тогда это называется галлюцинация. Поэтому если человек, развивая у себя, не развивает 3 последовательных элемента развития, которые называются «я чувствую, что в человеке что-то находится», это значит интуиция подключается, «я знаю, что что-то находится», ну, возможно, яснознание, и после этого «я вижу», то это является правильным путем развития ясновидения. Не было ни одного человека, который бы правильно развил ясновидение, переступая через 1 и 2 метод. Серьезно. Если у вас «я это вижу», «мне это идет», «у меня это с самого детства», то вам нужен препарат. Он называется циклодол. Он убирает великолепно галлюцинации, не мучает человека. Человек живет разумно, его ничего не беспокоит. Понятно? Дальше. Снять информацию. Если правильно развивать ясновидение, то снять информацию можно. Если ясновидение развивается неправильно, то вся информация неправильно снимается. Если идет информация в виде галлюцинации, это шизофрения. Если идет информация в виде вопроса, после этого показали, при этом правильно развивалась в самом начале, то эта информация будет правильно снята информация. Контролирование при этом видения является основой нормального, здорового психического состояния, центральной нервной деятельности и может помочь человеку контролировать и управлять тем, что называется сознание. Вот так. Поэтому ловить лучи божественного цвета не надо. А уже если они пошли и там валят, то нужно спасать человека, а не лучи уже. Я что-то не могу понять, как это в нейролингвистическом программировании уже ловят лучи божественного цвета. Это уже куда заехали? Это уже Джон Леонардо уже 5 раз в гробу перевернулся, понимаете? Вот так делал, там глаза вниз, глаза вверх, глаза в левый угол, там вместе с Росси, знаете, и после этого доплыли, теперь уже бегают, лучи божественного цвета ловят. И тупят. Это тоже сейчас очень модная практика. Сейчас очень модно тупить. Знаете, вселяться в родственников и тупить. Боже мой, боже мой. Получается, у нас вся эзотерика сейчас, она превратилась в культурно-массовые мероприятия исключительно людей, которые, знаете, как в советское время были училища, которые обучали человека быть директором клуба. Как это называлось? Культ-просвет училища. Вот сейчас культ-просвет эзотерические училища получается. Культ-просвет эзотерические училища делают вот таких культ-просвет эзотериков, которые культурно просветляют людей, культурно-эзотерично просветляют людей, на этом пробуют зарабатывать деньги. И у меня всегда такой вопрос. Первое. Почему никто не должен нести никакой ответственности? Но ведь здесь же важна ответственность, согласитесь. Если ответственность важна, то тогда эта ответственность, она должна быть. Но а как же она будет, если с человеком невозможно связаться? Если связь стоит там 6, 9, 15, 20, там 60 тысяч рублей, понимаете? Если доступ невозможен, не достучаться, не допрыгнуть, не добежать, не поговорить. Если человек только проводит семинары, после этого связь с ним нереальна и так далее, с никому не отвечает.
Но это же называется уже не очень хорошо, правильно? Тогда кто будет обрабатывать тех людей, у которых не удалось, не получилось и так далее? Сразу же хочется сказать: Андрей Андреевич, что вы хотите сказать, что у вас нет таких учеников или таких людей, которые прошли, и им стало не лучше, а хуже? Да, есть. И я объясняю сейчас, и ранее объяснял, почему так происходит. И я хочу еще раз это сказать. И на первых всех ступенях говорил, и сейчас скажу, что основа любой эзотерики заключается в том, чтобы человек духовно рос. Именно поэтому это и называется духовное развитие. А духовное развитие – это быть добрым человеком. И поэтому никакие эзотерические практики со злыми людьми не работают правильно. Никакие исполнения желаний со злыми людьми не работают. Никакие «я там отомстю», глаз на жопу, ничего не получится. Оно не так работает вообще. Это чувства, они же мучают. Не глаз на жопу, а я знаю, что скоро глаз на жопу. А как? Да неважно. Вот в этом случае он точно налезет, понимаете, куда нужно. Но я злому не учу, знаете. Тем не менее, если это по доброте душевной. Таким образом, я даже часто говорю, вот люди говорят, сегодня ученик школы 7 ступеней закончил, 2 года уже работает. И говорит: Андрей Андреевич, сегодня там мои тещи налили воду какую-то или там что-то подкинули на забор. Что нужно? Я вот сдул это все энергетически, покрестил и сдул. 7 ступеней за плечами, 7 ступеней высокой духовности человека. То есть человек говорит мне следующие слова. Он говорит: я нашел врага. Там, где есть зло, или там, где... И я провел войну, то есть я сдул, то есть сейчас это война. Они мне объявили войну, и я сейчас как жахну, плюну, а их там повернет. Если у тебя есть война, то эта война создает врагов. Если ты считаешь, что тебе кто-то подлил, это уже война. Если есть война, значит есть враги. Если есть враги, то они будут 100%. Тогда что нужно делать? Хочу еще раз сказать. Подлили вам, смотрите на это и говорите одно лишь слово, которое полностью всегда все и убирает. Это слово звучит так: тю. Конец. Все, ничего не делаете. Делаете так: тю. Я обычно говорю так: тю, и все. Почему? Это самый простой принцип. Почему? Ну, потому что это не удивило. Это, знаете, то слово, которое говорит женщина в тот момент, когда мужчина долго пишет ей в интернете, там, когда мы встретимся, то ты будешь поражена мной, там, я тебе там докажу, насколько я там энергетичный, шоколадный заяц, ласковый мерзавец и так далее. И потом он приезжает, выключает свет, и через 7 минут она говорит: тю. 7 минут это очень сильно. Естественно, как... это слово, которое говорит обычно... Соня, закрой уши. Это слово, которое обычно говорит женщина в первую брачную ночь, понимаете. Я вам могу сказать, что это слово, которое необходимо, которое убирает абсолютно любую порчу, проклятие, там все что угодно. Ой, у меня порча, проклятие. Тю. Все, это тю слово. Можете официально, хотите официально напишу. Эзотерическое слово, убирающее любое зло. Это слово тю. Все. Очень удобно работает. Налил вам там кто-то, петуха какого-то без головы бросил вам там с надписью, там, чтоб ты сдохла. Подходите, ногой его трогаете, говорите: тю, какая ерунда. И все. После этого закапываете, после этого соседке говорите: послушай, ну ты в следующий раз мне мертвого не бросай. Давай одного мертвого и одного живого. Потому что я живого с мертвого удобрения, а с живого бульон. А там я на все согласна. Вообще все. Нужно говорить, вообще все, что отдают, можно собрать совсем. Понимаете? Поэтому, когда отдают, знаете, лучше бы... Вот когда человек говорит тю и после этого не обращает на это внимания, то вот после этого начинается уже не тю для того, кто это сделал. А когда сейчас надо срочно сдуть, скрестить, защиты поставить. О,
Вот сейчас это начинает действовать. Теперь живот заболит, теперь там голова болеть начнет, теперь переклад этот начнет работать, там теперь этот подлив начнет как-то действовать и так далее. Знаете, сколько в жизни я пережил как эзотерик всевозможных влияний до того момента, пока не понял, что да не бороться нужно, а игнорировать. Когда начал игнорировать, все стало все равно. Мне женщина когда-то сказала: Андрей Андреевич, я тоже когда-то игнорировала, долго вообще не обращала внимания. То подливали, то кидали, то плевали, то монеты, то там пух и перья, и там что только не было. А потом меня как зацепило, сын разбился, я голову разбила, дети там пострадали, сестра с ума сошла и так далее. Вот я сейчас обращаю на это внимание. Я говорю, но перед тем, как это случилось, вы делали что-нибудь сами? Она говорит, ну, конечно, я эзотерикой занималась, там, если кто-то обращался, там, чтобы там, отомстить там, или еще что-то. Я говорю, ну, так это у вас вендетта просто произошла. То есть вы делали, и после этого сами себе наделали. Поймите, когда я занимаюсь с вами, то я занимаюсь прежде всего еще и с собой. Но когда я кому-то хочу сделать гадость, то я ее прежде всего делаю себе. Это такая особенность. Желаешь кому-то добра, желаешь его прежде всего себе. Желаешь кому-то горе, знай, желаешь горе прежде всего себе. Почему? Ты из себя это отдаешь. Это твое в начале. Поэтому какой бы ты ни был не ты все равно являешься собой. Понятно. Дайте какие-нибудь защиты. Никаких защит я давать не буду. Сейчас это не нужно здесь даже говорить об этом. Андрей Андреевич, если можно, хотя бы кратко номера домов 61 и 54, номер авто 188. Хороший или надо что-то менять? Хороший 54 номер, хорошие 188 и хорошие 61 тоже. Не нужно ничего менять, все нормально. Расскажите, вы сегодня в Фейсбуке дали практику развития интуиции. Как правильно ее нужно делать? Серьезно? Я даже хочу посмотреть. Но я не должен был давать. А где это я так умудрился дать практику развития интуиции? А можете мне сбросить ссылку? Мне аж интересно. Это, наверное, ошибка. Я сейчас расскажу, в чем она заключается. Ошибка заключается в том, что многие люди, которые в интернете есть, они почему-то представляются как Андрей Дуйко. Это там Дмитрий Кузяев, его группа называется, эзотерика, Дуйко, школа, Кайлас и так далее. Ну да. Но на самом деле это совершенно не я. У меня есть одна группа. Эта группа называется Международная эзотерическая школа Кайлас. И РТЕ. Дуйко, Кайлас и РТЕ. Это моя страница. Я вот сейчас просматриваю, да, по поводу интуиции. Ничего такого здесь нету. Наверное, вы имеете в виду мою мантру, которую я там поставил. Это мантра анимахом, да, когда человек произносит. Ну, как правильно ее нужно делать? Я хочу вам сказать, ее нужно правильно делать так. Вам необходимо пройти первую ступень. Я на первой ступени о ней рассказываю. Я говорю, как произносить анимахом, что такое махум хахохрим и так далее. То есть я об этом всем рассказываю. Завтра большой праздник, Благовещение и день рождения. Какую практику можно сделать, чтобы сбылись мечты? А почему вы думаете, что если на праздник что-то сделать, то мечты исполнятся? Если у человека мечты исполняются, то они у него исполняются всегда. И на праздник или нет. Я вам объясню. Если для одного человека его праздник – это единственный праздник в течение года, то я могу этому человеку очень сочувствовать. Я могу сказать, что в моем случае праздник каждый день. Таким образом, если у человека праздник каждый день, мы его устраиваем специально. У нас сегодня вот Светлана Сонина, мама приехала к нам, она будет в субботу-воскресенье с нами находиться. Мы сегодня устроим праздник. Алена вчера из Молдавии привезла бутылку вина Кагор сладкого и бутылку вина Мерлот. Вот Мерлот обычно с пармезаном, а Кагор я не знаю с чем. Он сладкий, наверное, с чем-то кислым, с брынзой какой-нибудь. И вот мы порежем сыр, наверное, поставим варенье поставим щучью икру тоже люди.
привезли и с красной икрой, и попробуем сделать праздник. То есть мы будем цокаться, друг другу говорить о том, как мы хорошо друг к другу относимся. И я обязательно сделаю подарки всем. Вы знаете, это праздник. А будет послезавтра праздник? Конечно. А после-после? Конечно. Сегодня буду спускаться, куплю жене вот такой огромный букет цветов. Почему? Потому что я хочу, чтобы у детей тоже был праздник. Я хочу, чтобы они тоже смотрели цветочки, весна, пусть у всех будет праздник. Почему я это делаю? Я считаю, что когда праздник, то тогда мечты исполняются. Почему? Радость. Потому что, знаете, когда человек хочет, чтобы у него в жизни что-то исчезло, он плачет. Да? А когда радость, а когда у человека хочет, чтобы в жизни что-то было хорошо, тогда он радуется. Тогда нужно что делать? Смотрите на дорогой автомобиль и делаете правильно, смотрите на что-то, что вас вдохновляет, и очень сильно радуетесь. А еще можно возле дорогого автомобиля танцевать. Чик-чиги-бум, чик-чиги-бум, чик-чиги-бум. Там. И после этого представляете, будто ничего не представляете, это оккультная, эзотерическая практика привлечения в жизнь материального благополучия. А если напиться завтра и послезавтра встать и будет очень плохо, то тогда ухудшится состояние и материальное, и так далее. То есть как необходимо пить? Могу дать совет. Пить необходимо так. Пить необходимо, пока приятно. То есть 1-2 бокала там, чего-нибудь неубивающего в случае, если приятно. Если вам после алкоголя плохо, знайте, эзотерический человек, который после алкоголя ощущает себя плохо, должен убирать алкоголь из рациона питания. Иначе это снижает тона. А если низкие тона, то тогда человеку приходится очень тяжело работать в дальнейшем. То есть, чем выше тона человека, тем легче ему зарабатывать деньги. Высокие тона человек, к высоким тонам человек переходит через состояние внутренней добродетели или через состояние взращивания внутренней доброты. Какой деятельностью заниматься мне лучше? Дорогие мои друзья, я понимаю, что вы очень-очень хорошие люди. Но вы, к сожалению, вновь и вновь хотите использовать меня как человека, который должен заниматься гоп-стопом. Вот смотрите. У меня был такой ребенок. Я смотрел на ребенка и сказал родителям, что в случае, если ребенку дать краски и сделать так, чтобы он дальше рисовал, то этот ребенок будет очень знаменитым художником. После этого отец очень злился и после этого уехал. Это было в Москве еще 19 лет назад. Этот ребенок вырос 20 лет назад. Я читал в Москве семинары, и это было 20 лет назад. Потом я вырос, вернее, этот ребенок вырос. И со временем так свелись наши пути, я встретился с его отцом и говорю, как Женя начал рисовать? Я говорю, он же должен стать знаменитым художником и так далее. Отец говорит, послушай, я директор дороги, всю жизнь занимаюсь строительством дорог, там директор огромного концерна, на меня работает там 7-8 тысяч человек. Мне нужен, я совладелец банка, мне нужен экономист хороший, мне нужен человек, который будет, на кой мне художник? Говорит, сын поступил в экономический университет, сейчас закончит факультеты экономики, и будет он дальше моим там замом, а потом будет еще кем-то, еще кем-то. Показал мне фотографии, ребенок там с заплаканными глазами, знаете, естественно, будет он экономистом, ну и, скорее всего, на этом карьера его как художника закончится. Ну и ничего в этом ни хорошего, ни плохого нет. И тут такой вопрос. Когда человек говорит, чем же мне заниматься, то что он имеет в виду? Чем же мне заниматься, чтобы стать богатым человеком? Или какая миссия у меня? То есть, где бы я смог добиться такого наивысшего состояния своей славы? Так вот, если славы, то это болезненный путь. Вы представляете? Если славы, болезненный путь. А если денег, то тогда чуть-чуть по-другому. А если денег, я не нужен. А почему? А здесь не я нужен. Здесь нужно, скорее всего, книжки. Какие?
Есть очень много книжек, сейчас, слава богу, читать это все возможно. Есть очень много книжек, а также много сайтов, которые рекомендуют. Я даже сейчас попробую вот так в Ютубе написать. Сделать своими руками. И я сейчас посмотрю, что можно сделать своими руками. И здесь дальше начинается. Связать шапку за 5 минут своими руками. Теплица своими руками в квартире. Представляете? Сделать крутой паяльник своими руками. Как сделать баги из пуп. Как сделать большое яйцо киндер-сюрприз. Ну, кстати, хорошая идея. Принесли ребенку киндер-сюрприз, открыли, а там большая игрушка. Можно сделать? Вот люди объясняют, как сделать, и там яйцо такое. Я так... А хорошая, кстати, идея. Как слепить цветы, как сделать холодный фарфор. Видели, да? Мука, клей, ПВА и так далее. Как сделать трубогиб. Как сделать пуфик с каретной стяжкой. Как сделать из бумаги чемодан. Антистресс игрушки из бумаги. Маша и медведь, сделай наклейку своими руками. Как сделать антенну в домашних условиях. Как сделать сварочный аппарат за 10 минут мини. Гайд сделай сам. Это ружье такое. Кавай блокнотик из одного листа бумаги мини. Как сделать крышку для телефона. 5 интересных самоделок принесут пользу человеку. Как сделать бетономешалку своими руками в домашних условиях. Сделай тротуарную плитку своими руками экономно, практично, эстетично. Как сделать мини-металлоискатель. Как вырастить искусственное дерево бонсай за несколько лет. Железная дверь входная, как ее сделать своими руками. Как сделать столешницу. Как сделать кершхер своими руками из бутылки, показывает человек. Как сделать бесколлекторный электродвигатель. Как сделать табуретку и мебель своими руками за 10 минут. Как сделать крутой выжигатель. Как сделать красивый стакан из карандашей для мусора. Как сделать газовую горелку бензина своими руками. Ой, боже. Как сделать пасхальное декоративное яйцо. Как изготовить из конфет шнурок. Как сделать лизуна в домашних условиях. Как сделать вертолет из бутылки? Этого мало. Как сделать воблеры своими руками и на них словить рыбу? Боже мой. Мебель своими руками, диван из бумаги. Как сделать отличный нож своими руками? Как сделать двуспальную кровать своими руками? Как сделать двуспальную кровать из бочек? Сделать кинжал с ножнами из бумаги А4. Ой, боже ж ты мой, слушайте, этого мало или что? Здесь только нужно зайти и начать что-то делать. Это же может, вот скажите, если купить 10 досок и сделать кровать, то ее гипотетически можно продать? Ну, гипотетически можно 100%. А что, у одних получилось, у вас не получится? А я женщина, мне свяжите, сделайте, как там маленькое деревце, вырастите его. Ну, сделайте в домашних условиях на балконе теплицу, вырастите перец, продайте перец, мини-перец вырастите, вот такой маленький. Я знаю, это же так несложно сейчас, такое большое количество советов, но почему еще до сих пор у людей не появляется желание что-то делать? То есть обязательно, почему, я объясню. Чем мне заниматься, но я хочу, чтобы меня взяли на работу. Андрей Андреевич, чем мне заниматься, я хочу устроиться на работу. Ну как же ты, как собираешься чем-то заниматься, если ты хочешь на работу устроиться? Ну так надо выбрать либо на работу, либо обучаться и работать на себя потом. Нет, ну мне же надо работать на кого-то. Это же моя мама работала на кого-то, мои предки. Как я могу реализоваться? Работая на кого-то, это ваша реализация. Если у вас ничего не получается делать, работайте на кого-то. Вы должны, работая на кого-то, реализоваться. Все, это ваша миссия. Существует еще и такая миссия. Все, по-другому никак. Или я хочу работать на себя. Хочешь работать на себя, работай. Сейчас инсектициды есть, знаете, они все химического происхождения. Да? Вы знаете, что чистотел ядовитое растение. Сварили чистотел. Положили его в бутылку, вышли на базар и продали как инсектицид, который может травить тлю на малине, там, колорадского жука и всего остального.
Скажите, это органическое вещество? Конечно. Скажите, оно более безопасное, чем хлорофос? Ой, поверьте мне, более. 3 раза жуков лучше чистотел. А зачем хлорофос покупать, если чистотел есть? Вы понимаете? Ну вот иногда это непонятно, знаете. То есть люди не могут додуматься, как бы сделать еще один шажок. А вот что бы покупали? Сухой чистотел, который развести в бочке и после этого попрыскать эту картошку, или хлорофос? Мне кажется, чистотел более органично было бы, знаете, что то яд, что то. Но во всяком случае такой яд органический, он в течение 2-3 часов отравит и выпадет весь, разложится, потому что органика быстро распадается. А хлорофос будет потом на растениях висеть, они его будут впитывать, в клубнях будет и так далее. Видите, а кроме чистотела еще что есть. Слушайте, так много всего есть. Можно собирать пластиковые бутылки и делать из них цветы. Ой, как красиво! Женщина прислала цветы из пластиковых бутылок. А потом появляется вопрос такой, а как продать? Сейчас продавать еще легче, чем изготавливать. Почему? Берете сайты, которые называются Prom.ua, X.ua, такие торговые площадки, и там выставляете свои поделки. Поделка.ру, там их так много, знаете. Делаете страницу, а для этого нужно быть специалистом в продвижении в интернете еще. То есть чего не хватает человеку? Быть хоть в чем-то специалистом. Говорят, что кошки это души умерших. Так ли это? Нет. Я считаю, что это совершенно не так. И что вы можете сказать о животных? Кто они? Животные это мир животных. Это животные, которые живут как животные, умирают как животные и потом рождаются вновь как животные. Человеческие души, не животные души. Дальше, что же происходит, когда животные рождаются и умирают? Я хочу словами Черчилля сказать. Черчилль в свое время сказал так. У него спросили, каких животных вы любите? Он говорит, я не люблю кошек, они смотрят сверху на людей. Я не люблю собак, они смотрят снизу на людей. Я люблю свиней, только они смотрят одинаково на людей, как на равных. Я считаю, что в большинстве своем роль кота или собаки преувеличена. Также я могу сказать по поводу того, что кошки и собаки это исключительно жертвы для людей. Они себя ведут как жертвы, чувствуют как жертвы и страдают как жертвы. Потому что вы к ребенку относитесь хорошо, а к собаке как к собаке. То есть вы ее не кормите с общего стола, она за это обижается. Не гуляйте, когда ей хочется, она обижается и так далее. Знаете. После этого кошка и собака ощущают свою ущербность. И от этого даже страдают. После этого у собак и у кошек появляются панические атаки, депрессивные эпизоды. Они болеют эпилепсиями. И кошки и собаки, практически все животные, которые живут, даже хомяки с людьми, страдают паническими атаками, депрессивными эпизодами и нервными состояниями. То есть по-другому они с людьми рядом сходят с ума. При этом люди еще и являются теми, кто во время того, когда люди болеют, сбрасывают на этих несчастных животных свои вибрации и заболевания. Потому что животное более тонкое существо, и оно забирает вот такую вибрацию. Но тяжелые болезни людей, они сверхтяжелые для животных, они страдают гораздо сильнее. Скажите, это гуманно или нет? Ну вот по моему мнению, я считаю это сверхнегуманным, несчастное и ни в чем. Только за то, что кормят животного, потом иметь возможность сбросить на него еще и болезнь, знаете, я считаю это сверх негуманности. Именно поэтому я не разрешаю иметь животных в домашних условиях в своей семье. И считаю, что наличие животных в семьях это негуманное отношение по отношению к животным. Также я могу сказать, что я противник тех людей, которые собирают кошек, их делают дома и так далее. Я за то, чтобы... Пусть кошки живут у людей, ничего в этом плохого нет, но я за то, чтобы их кастрировать. То есть я за то, чтобы со временем популяция животных, которая живет среди людей, исчезла. Я за то, чтобы кошки и собаки жили в естественной природе, как и все, впрочем, животные тоже. Я считаю, что это не та игра. Я считаю, что животное ни в чем не виновато, чтобы рядом страдать с человеком. Нужно как-то подготовиться к завтрашнему СНГ. Никак не нужно готовиться. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Аппендицит с точки зрения эзотерики. Где проблемы? Спасибо.
Аппендицит с точки зрения невероятный гнев. Там находится у нас печень, она отвечает за злость. А также переваривание информации, которая дается человеку. Это вот помните, я говорил, ментал, который создает человек в виде намерения к другому человеку. То есть я его ненавижу. Вот это попадает сразу же человеку в печень. Вот эта энергия попадает в печень. А действие совершает уже то, что находится над печенью, 12-перстный кишечник. То есть человек злится в тот момент, когда из печени выходит вот эта энергия. Она подогревает 12-перстный кишечник. И чем сильнее подогрет 12-перстный кишечник, тем человек без тормозов. То есть он не может сдержаться. То есть дерется, вот не может сдержаться. Лечите 12-перстный кишечник. Там промолчал, но обязательно рукой ударил. Все, 12-перстный кишечник. Терпила, я извиняюсь за такое слово, это обычно человек, у которого язва 12-перстного кишечника. Обижатель, это тот, который на обратной стороне. Это, скорее всего, человек с больной печенью. Так и бывает, если муж с женой приходит, то у него язва 12-перстного кишечника, у нее, естественно, будет появляться заболевание печени. Все в порядке, отличная судьба. Ничего в этом плохого нет. Но, естественно, 12-перстный кишечник, в нем находится аппендикс. Поэтому любая непроявленная агрессия, то есть когда человек не ударил, не смог дать сдачи, очень сильно обиделся, разрывает этот кишечник. Все, вот вам и 12-перстный кишечник. Если ребенок делает и не слышит, и не слушается, а вы сдерживаетесь и так далее, ну вот будет проблема аппендикса. По поводу частот работы мозга, альфа, бета, гамма и тета, и развития правого полушария интуиции. Ваш взгляд на эти вещи. Я считаю, что эти вещи обдуманы, я считаю, что не до конца все изучено, но я не могу сказать, что являюсь приверженцем Mind Machine. Ну, я могу сказать, что в большинстве своем физиология, а также более глубокое исследование нейромедиаторов коры головного мозга, как и мнемоники, не исследовано. Объясню почему. Она у нас совершенно другая и совершенно по-другому работает, чем у животных. Наше кондуктивное сознание, а также объективное и мнемоническое сознание, они абсолютно по-разному устроены, и изучение нужно делать еще и путем препарирования. Но вы представляете, насколько это будет жестоко? Я считаю, что еще очень длительное время никто не будет заниматься изучением коры головного мозга, слава богу. Такого нового доктора Зорге, я думаю, не появится. Я думаю, что мир все-таки не опустится до того момента, чтобы делать опыты и ставить их над мозгами все-таки людей. И я хочу вам сказать, что и это хорошо. Пусть как можно дольше мозги человека остаются в тайне. Знаете, пусть все-таки все проходит тем путем, который у нас сейчас есть. Вы знаете, со временем люди начнут все более и более чаще испытывать состояние радости. Это связано с тем, что жизнь человеческая, она стала более комфортная. То есть людям не нужно так тяжело работать. Людям не нужно тяжело работать уже ни на заводах, ни на предприятиях. Но обеспечение все равно происходит, как и раньше. Вы представляете, несмотря на то, что станков, заводов, этого всего нет, всего хватает. Есть станки уже, которые это все делают сами, есть вычислительные машины, которые сами режут, там из пластмассочки сделанный аппарат, но у него такая сила, там оно уже режет не резцом, а водичкой какой-то там под напором и так далее. И жизнь людей плавно становится как жизнь обывателей, то есть жизнь потребителей и жизнь руководителей, то есть других специальностей нет никаких. Жизнь потребителей — это жизнь людей, которые ждут, что их кто-то будет кормить, то есть это такие недожившие социалисты или коммунисты, которые остались в прошлой власти и которые до сих пор считают, что им мир должен что-то давать. Ну и, наверное, жизнь руководителей — это те люди, которые взяли свою жизнь в руки, собственно, и начали после этого искать возможности самим зарабатывать, ковать и что-то предпринимать. Естественно, если вы тот человек, который до сих пор является потребителем и не хотите никак меняться, ну,
шансов каких-то не произойдет. То есть шансов не будет. То есть если человек потребитель, потребитель это тот, кто все время всех критикует. Потребитель это тот, кто делает шаг, после этого говорит, нет, у меня ничего не получится, лучше не нужно это делать, это все. Вы находитесь на стадии потребителей. Стадия победителя это стадия человека, который является руководителем. То есть мне нравится руководить, я ставлю задачи тем людям, которые работают на меня, контролирую выполнение этих задач и так далее, и так далее. Таким образом, руководители и потребители. Руководитель это тот, кто руководит своей жизнью, потребитель тот, кто ее потребляет. Руководитель это тот, кто хочет и берет, потребитель это тот, кто ждет, когда ему перепадет. Понимаете, насколько по-разному люди живут, получается. Вот большинство людей живут с позиции потребителей жизни. То есть мы ждем, когда перепадет, а может и нам что-то попадет, а может там соизволят нам что-то дать, а может Бог подаст или еще кто-то. Вот им нужна религия. Они ждут, как потребители, что им перепадет. Там манна небесная, воля, там еще какая-то. А руководители жизни это тот, кто руководит. Подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к практикам, данным в лунном календаре? Что можно или нельзя делать в тот или иной лунный день и характеристики лунных дней? Сейчас на стыках, наверное, вот этих годов 90-х. Скажите, чем было интересно 1990 год? Что произошло в 1990 году? Давайте я скажу. В этих годах, когда последний ноль появился, полностью исчезла культура. Скажите, я не прав? Полностью исчезла культура. 1990 год это было время, когда исчезла культура. Перестали ходить, перестали слушать музыку классическую, перестали ходить в консерватории, перестали поступать, перестали заниматься культурой, а слово культура исчезло. Появилось вместо там консерватория слово барды, даже не барды, а там шансон, да, начал сизый бежать по лагерям там, и так далее. То есть там батюшки Мурку начали в церквях петь и так далее. Завтра начнут, все в порядке, вечером только. Я хочу вам сказать, что даже один нолик может убрать. Вот такие стыки, 2000 год, 1900 год или 1990 год, там, вот эти стыки 2000 года, вот эти стыки, они очень много создали для того, чтобы создать отсутствие или нежелание культуры. Вы знаете, сейчас идет новый элемент такой или новый виток, и сейчас идет виток новый, когда культуру не хотят. То есть то поколение, которое сейчас родилось в 2000-х годах, оно не хочет культуру. Им не интересна культура, им не интересна социология, их совершенно не интересует философия. Их вдохновляют деньги, здравый смысл, им интересны точные науки. Сейчас ребенку поставь скрипку или положи, или поставь рояль, или дай ему робота, который будет управляться через телефон, блоки которого он может менять. И мальчики, и девочки выберут телефон с блоками робота, которыми они смогут управлять. А я в свое время выбрал бы пианино. Потому что такое было, когда был робот и когда было пианино, то все равно пианино зацепило больше, чем робот. Понимаете? То есть о чем это говорит? Мы стали другими. Зачем я это все говорю, когда меня спросили о Луне? Дело в том, что вот то, что вы изучаете, все, что связано с этими лунными календарями, это все уже прошлый век. Уже так не действует. Сейчас новый век, когда Луна на человека не воздействует никаким образом. Сейчас хоть трусите деньгами на растущую Луну, хоть не трусите, уже денег не добавится. Это раньше работало, до 90-х. Сейчас уже не работает. Новый мир, представляете? Квантовый скачок, 2000 год. Понимаете, это произошло. И квантовый скачок убьет всех, кто злые. А еще убьет всех, кто сильно чувственен.
То есть есть человек, о, я не могу справиться с чувствами, его люблю, не его люблю, все, жди, тебя скоро жизнь ударит рельсой. Почему? Это такая особенность сейчас. Сейчас тех, кто сильно чувствует, тех, кто страдает от чувств, их мир этот не жалует, потому что миром управляет здравый смысл. А вот тот, кто придет к здравому смыслу, это будет правильно. Здравый смысл, расстановки в здравом смысле, твердое понимание здравого смысла приведут человека к тому, что он может дальше жить и дальше быть совершенно другим. Видите, они играются роботами, для них чувства не так важны, для них здравый смысл важен. Мы игрались в бегающих каких-то Марио, которые выбивали головой грибы и прыгали потом в какие-то там трубы. Они же сейчас занимаются вот чем. Им интересно расставлять. В этих расстановках интересно контролировать и так, чтобы там были деньги. Вы представляете? Их это вдохновляет. Это я говорю о детках, которые сейчас... Там их уже не вдохновляют. Вы представляете, их мультики, где рассказывают о том, как собрать постель, собрать там какой-то инструмент, о том, что это такое, как он называется, я не помню, там фиксики, да. Их фиксики больше вдохновляют, чем кукла Барби. Зато мне как нравится про куклу Барби. Ночью вчера смотрел. Один из самых лучших мультиков, всем рекомендую. Я считаю, что основа нашей жизни заключается в том, чтобы мы поняли, что можно при помощи вот просто обыкновенных, точечных, незначительных прямо вот таких знаний, допустим, быть добрее, там, иметь веру, да ничего страшного скоро будет. Можно при помощи этого больше в жизни добиться, чем шаманство, вечные мантры, там луна, там в кошельке пауки ползающие, повешенные там крысы над дверями соседей и так далее. То есть это может больше работать с человеком, чем все остальное. Вы представляете? Почему? Новый век создал совершенно новую эзотерику. Сейчас нужна эзотерика для нас, как спасение. Почему? Потому что мы чувственные люди, инсургенты. И для нас жизнь среди дивергенции, вот тех детей, которые живут через призму ума и с элементами вот такой тотальной бесчувственности, нет, они чувствуют, они хорошие, у них есть чувства, они умеют любить. Но дело в том, что они этому не придают значения. Это как дети, у которых есть аутизм. Есть такие дети, у которых есть аутизм, они понимают, они осознают, но им не интересно понять это. То есть они смотрят на все, как будто человек едет в троллейбусе или человек, смотрящий через окно на свою жизнь. То есть вот представьте, будто вы едете и смотрите на то, как вы стоите, и там вот вы едете, а рядом с вами поезд. Вы в этом поезде смотрите на себя, сидящего в том же поезде, смотрящим на себя. Вот так воспринимает себя мальчик или девочка, у которого аутизм. То есть они смотрят на себя или воспринимают себя так, как будто они едут в соседнем поезде. Вот так же у этих детей. Они чувствуют, они осознают, но они не придают этому совершенно никакого значения. Они могут и плакать, и радоваться, и смеяться. Но чувство для них это не то, за что цеплялись зубами люди из 60-х и 70-х годов. Вы увидите, пройдет какое-то количество времени, и вот эти дети новые, они перестанут слушать музыку, она их перестанет вдохновлять. Почему? Для того, чтобы музыка вдохновляла, нужны чувства, а им эти чувства, они их не будут вдохновлять. Зато они будут собирать целые концерты и смотреть на бойни роботов там и еще что-то. Вот их это будет вдохновлять. При этом они будут понимать и будут хлопать в ладоши. Будут даже такие концерты. Мы сделали новый процессор NL38 Pentium 7. У его процессор 96 DRC, MB, KMP, CMV. И все. О-о-о-о! А вот еще один процессор DMP, PKC, MB. Там он лучше тем, что у него PC 76. О-о-о-о! Давайте посмотрим. PC, видите графики все? О-о-о! И после этого будут обсуждать. Ты представляешь, какие графики у PC? Представляешь? Нам кажется это сейчас все банальным и непонятным.
Это произойдет при нашей жизни. Я вам говорю это серьезно. Это произойдет при нашей жизни. Наши внуки уже будут стоя аплодировать при ПЦ. Естественно, когда внук ваш будет прибегать и говорить: ты представляешь, бабушка, а у меня уже ПЦ 74 МП, ха-ха-ха-ха. Мы будем говорить: о да, а у нас Супер Дэнди была приставка, помните? Та-та-та-та-та-та-там. И Марио, который там скакал все время, и нам казалось это верхом просто или кульминацией. Сейчас мой ребенок на телефоне играет в игры, о которых, я не знаю, если бы это мне показали, когда я в Марио играл, наверное, меня бы это просто шокировало, знаете. Просто шокировало. Это как космос какой-то. Развивать, может, нужно чувство воспитания в семье, как делали предки. Бессмысленно вообще. Вот смотрите, нас ведь предки развивали в 90-х годах, а мы вот взяли и отвернулись от культуры. Почему? Вдруг стало гораздо важнее «Ласковый май», чем там симфонический оркестр. Почему вдруг стало гораздо важнее американское кино, чем великолепное кино Советского Союза? Почему вдруг культура была полностью раздавлена? Почему? Никто не хотел культуру или ее воспринимали как прошлый социалистический строй? Вы понимаете? А сейчас же культура еле-еле возродилась, понимаете, как феникс из пепла. Это очень медленный процесс был, представляете? Но я могу сказать, что вот общаясь с человеком, который в культуре очень давно, он итальянец, очень знаменитый человек. Этот человек когда-то сказал такие слова. Он говорит: я давно занимаюсь культурой, и в 60-х годах занимался, и в 80-х, в 90-х, в 2000-х. Я могу сказать, что в 60-х годах были люди, у которых была потребность. А в 90-х появились люди, у которых появилось желание это все рассматривать, как будто это уже не потребность, а развлечение. Понимаете, нужно это разделять. Людей, у которых есть потребность в культуре, и людей, которые рассматривают культуру как элемент развлечения. Так вот, сейчас мир культуру уже как потребность не рассматривает. Они рассматривают это я не критикую, это просто говорю, это уже рассматривается как развлечение. То есть сейчас, раньше мог человек выйти и сыграть красиво, там Рихтер, который сам в темном зале мог играть 2,5 часа, все, что можно и нельзя, знаете, не совершить ни одной ошибки, как робот. Сейчас, если бы такой Рихтер появился, то ни у кого бы не было потребности прийти и посмотреть на него. Почему? Сейчас нужно было бы, чтобы во время того, когда играет Рихтер, он стоял на одной ноге, второй ногой играл там на пианино там 3 пальцами или на рояле, и вокруг него танцевал Филипп Киркоров с Тодесом, понимаете? Вот тогда бы это... И у него обязательно, у Рихтера, должны бы были быть на лысине татуировки зеленого цвета, знаете, и еще пальцы, накрашенные черным лаком. Вот, это развлечение. Тогда бы он мог быть знаменитым. А так уже нет. Сейчас песни о любви уже не вдохновляют, видите. Но фокусы какие-то уже начинают вдохновлять. Ладно, об этом даже говорить не хочется уже. Как-то говорили, что будет семинар от алкоголизма. Будет ли он? Конечно, говорил, значит будет. Как правильно активизировать и правильно пользоваться четками из куша? Просто ложите дома четки из куша и пользуйтесь. Их кладут там, где у вас бизнес. У меня четкие из куша, вот они лежат. Где есть бизнес, обязательно как артефакт должны находиться вот такие четки. Эти четки очень везут человек. Где находятся четки, начинается везение. Они, когда офис открылся, он уже, вот эти четки, первые, кто сюда приехали. Они вот здесь висели над такой картинкой, тханкой, а потом я их снял и переложил вот сюда. Где находятся такие четкие, там всегда будет вести. С клиентами, с доходом и со всем остальным. Не могу научиться принимать информацию отрицательную. Вот сегодня сообщили, что умер хороший друг. Стало очень плохо. Как научиться принимать такую информацию и справляться с этим? Вся особенность непринятия информации заключается в том, что наша 4-я чакра, она должна работать принимая и отдавая.
А для того, чтобы она начала отдавать, как она отдает? Если у человека вот так принимает и вот так отдает, то человек разрушает всех людей, которые вокруг него. Она должна так приниматься, после этого перевариваться и отдаваться в середине тела, подогревая внутри наше тело. Но это упущено людьми, я сейчас об этом буду рассказывать на первой ступени. Что нужно сделать для того, чтобы избавиться и не тянуть это все? Я рекомендую метод отвлечения, который необходимо делать. А еще самый простой метод, когда появляется чувство к кому-либо, закройте глаза и представьте, будто вы это чувство чувствуете, и пошлите матом это чувство, выбрасывая его мысленно из себя рукой. Вот если так сделать, сразу же отпускает. Попробуйте вот такой способ. Будет ли посвящение первой ступени? Нет, христианские праздники я не имею права делать никаких посвящений. И было бы очень некультурно, если бы я сегодня там читал мантры, там, давал заклинания и так далее. Христианские праздники. Вы знаете, христианство, оно несмотря ни на что, является такой достаточно суровой, зомбирующей, сильной сектой. Конечно же, я сказал слово секта. Да, я как говорил, я еще раз хочу сказать. Также я хочу сказать о свободе слова и свободе вероисповедания. Это закон, который называется законом слова и вероисповедания. Напишу сейчас секта. Итак, а что же такое секта? Секта в переводе с латыни, если бы вы сейчас приехали в латынь, допустим, в какое-нибудь место, то на школе средней было бы написано «секта средних лет», а на институте было бы написано «секта взрослых лет». Почему? Секта в переводе с латинского языка обозначает «школа», а секер – «следую». Понятие и термин, который используется для обозначения религиозной группы, отделившегося от основного направления и противостоящей ему, или указание на организованную традицию, имеющего своего основателя и особое учение. В некоторых источниках секта трактуется шире. Так называется любая группа религиозно-нерелигиозная, отделившаяся или новая, имеющая свое учение, свою практику. Ну что вам сказать? Религия, которая имеет двух пасторов, это уже секта. То есть сейчас есть католицизм и православие. Поэтому я не могу сказать, какое из них отделилось от какого, но могу сказать, что раз одно отделилось от другого, то тогда оно фактически является сектой и одно и другое. Ну вот так. Поэтому в случае, если кто-то от кого-то отделяется, это секта. Ну что, я могу сказать о том, что мы не секта. Объясню почему. Для того, чтобы мы были сектой, нужно нам сначала быть кем-то, а потом разделиться. А из-за того, что мы пока еще не разделились, слава богу, этого не произойдет, тогда мы можем являться ортодоксальным новым направлением, значит не сектой. Поэтому если у вас спрашивают, вы кто, вы можете говорить, мы больше религия, мы не секта. А когда вам будут говорить, в церковь не пробовали ходить, вы говорите, или можете говорить, ну так, чтобы человек не обидеть, можете говорить, я секты не посещаю. Началось. Где вы приобрели четкие скуша? Андрей Андреевич, про четкие скуша даже в Индии далеко не все знают. Конечно, они там и не знают. Когда будет семинар по математической формуле судьбы? Скоро собираюсь провести. Сегодня, кстати, писал. Посвящение первой ступени не могу сегодня. Посвящение первой ступени могут пройти все люди, независимо от того, где они проходят первую ступень. В бесплатном доступе в интернете, купили в складчине или еще где-то. Я не противник складчин. Пускай они там складываются, пускай они там этим занимаются, если им нужно, если людям не хватает денег и так далее. Пусть это... Я не противник. Говорю это еще раз, мне особо это безразлично. Это необходимо сделать. Вы представляете, из-за того, что очень много раз поминали мертвых, из-за того, что эти мертвые не могут переродиться, калачакра-тантра закрыта, земля становится грязной, она перенаселена духами умерших неживых людей, она перезаселена.
Когда земля становится перезаселена, то среди живые начинают жить как мертвые. Живые живут как мертвые. Почему? Нет желаний, нет радости, нет экстаза, нет ощущений, нет вкуса, нет тепла внутреннего, ничего не хочется. И после этого мы видим вот таких все больше и больше молодых людей, да и взрослых, у которых полная атрофия и нежелание вообще ничего. То есть мы видим таких, вроде человек живой, а на самом деле как мертвый, ничего не хочет, ничего. И после этого точечные какие-то элементы радости у человека, там искупаться, поесть, кино посмотреть какое-то, пожить не своей жизнью. Пожить не своей жизнью, а посмотреть на чью-то жизнь. Если убрать это все, то нужно взять место такое сделать, там поставить специальную ступу и очистить эту землю. И вы представляете, где поставить ступу, там сразу же будет 100% идти сумасшедшее очищение, и у людей сразу же произойдет очень хорошее изменение в жизни. Доказательство. Вы представляете, в Венгрии, в Будапеште, рядом там где-то поставили ступу, и Будапешт стал одной из самых процветающих в Европе стран. Вот почему все поумнели. Что нужно делать вообще в наших странах? Нужно Дуйко дать денег для того, чтобы дать ему землю, дать ему денег, и пускай он там ступу поставит. Серьезно. Чем выше ступа, тем больше будет у людей счастья, понимаете? И такие ступы можно поставить. Только они ставили ступы буддистские с канонами буддистскими, а мы поставим ступы, которые все равно будут не только буддистам помогать, и не только там не буддистам, а будут помогать всем, и христианам, и обычным людям, независимо от их вероисповедания и так далее. А можно ваши советы, практики советовать другим людям, не ученикам школы? Будут потом со мной работать? Нет, не будут. Крестный ход нам на пользу или ни к чему после сеансов целительства? Не согласна. Меня учили классической музыке. Папа пианино подарил в 5 лет, затем скрипку, играть начала. Поля Мария и слушать мотанку, да? Не могу, отдыхаю на классике. Много людей знаю, которые любили музыку, так и продолжают. Заложен камертон, принцип золотого сечения, круг друзей подобно к подобному. Думаю, что благодаря людям с такими тонкими вибрациями люди становятся чище. Я не понял, а при чем крестный ход нам на пользу или ни к чему? Крестный ход человеку, я хочу вас немножечко разочаровать. Человек во время поста вот этого, который сейчас идет, не должен поститься. Если в это время поститься, то будет целый год голодным. Это плохо. Наоборот, сейчас нужно как можно больше отдыхать и как можно больше есть и даже праздновать. Почему? Если сейчас праздновать, есть и спать, то тогда весь год будет как праздник, где будет куча еды и где будет куча вот таких счастливых моментов. Дело в том, что вот Навруз праздник, который празднуется в Казахстане или в Киргизии, это время начала года эзотерического. Вот такое начало года, оно весной, как первые шажки или первый только рожденный ребенок. Этот ребенок, он должен есть и отдыхать, есть и отдыхать. Вот это самое время для того, чтобы есть, отдыхать и радоваться. Если все это время промолиться и проголодать, то целый год будет голодным и сумеречным. А еще, почему я не советую людям ходить во время христианских праздников в христианские заведения? Дело в том, что во время посещения этих праздников в христианских заведениях вы после того, когда один раз посещаете, то на следующий год обязательно в это время будете болеть, если не пойдете в церковь. Вот не пойдите. Вот я вам хочу сказать, чтобы вы вспомнили. Вы ходили когда-нибудь на Рождество на всеношную? Вот после всеношной несколько лет прям на Рождество на всеношную болеешь. Вот походите на праздник, но только там, если на всеношную, то головой, давлением и легкими болеешь. А если походить на вот такое, на праздник Пасхи, то потом, если не будете ходить на такой праздник Пасхи, то будут у вас озабоченность, нервные состояния, психические расстройства, болезни ног, там еще что, кишечника. А еще время ночи на Рождество, время ночи на Пасху
это время ночи такое, оно подобрано с праздником таким оккультным. В этом оккультном празднике эйфория сексуального влечения. Представляете? Эйфория сексуального влечения. Эта эйфория сексуального влечения, это как зарождение новой жизни, понимаете? Зарождение новой жизни — это естественный путь, если человек начал кушать, если он много спал и после этого. А здесь происходит так. Человек постился, после этого человек ничего не ел, он очень сильно страдал, и после этого у него эйфория сексуального желания. Если в этот момент зачать ребенка на фоне такого поста, то он будет очень несчастно жить. Будет очень несчастным человеком. Поэтому самые страшные измены происходят на Пасху и первую неделю после нее. Если мужчина женщине или женщина мужчине изменит на Пасху или вот за эту неделю пасхальную, то 100% потом семья распадется, на 100%. Поэтому держите их покрепче к себе, чтобы они сами не ходили там крестить эти пасочки с яичками, понятно? А то это семьи ломает потом. А еще, если батюшка во время того, когда проводит данный обряд, он вот так скрещивает свечи и вот этими свечами делает вот такие движения, Обратите внимание, движение не сверху вниз, а снизу вверх. И не слева направо, а справа налево. Обратите внимание, вот так делает. Если он проводит такие обряды, то все люди, которые смотрят на то запечатывание вот такими скрещенными свечами, посмотрят ему в глаза, на целую неделю безумно влюбляются в этого человека. Это настоящий церковный приворот. И после этого бабушки приходят как сумасшедшие с вытаращенными глазами и говорят: он такой красивый, этот батюшка, я так его люблю, я прямо не могу без него. У них происходит самый настоящий приворот, вы представляете? Еще и в день максимального сексуального торжества. Понятно? Ни в коем случае этого делать нельзя. Как же нужно отметить? Я хочу вам сказать, что в эти дни очень хорошо кушать и спать. Если у вас есть возможность и есть желание куда-нибудь поехать, с удовольствием это сделайте так, чтобы отметить хорошо, но не сильно напиваться. Еще, какую еду хорошо кушать? Еду хорошо кушать, любую, в которой нет, я буду смеяться вместе с вами. Но сейчас весна, а весной вареные яйца очень плохо для 12-перстного кишечника. И если у вас больные суставы, а также у вас больной 12-перстный кишечник или панические атаки, нервные эпизоды, то вам яйца вареные не надо кушать, понятно? Как и молочное тоже. Также подагра и все остальное. Тогда что нужно делать? А вот пасочка — это хорошо. Пасочка — это хорошо. Вообще нужно к праздникам относиться как к праздникам, не задумываясь о том, что это такое. Я всегда с такой улыбкой на лице, если кто-то говорит: Христос воскрес, я говорю: воистину 3 раза, и там целуюсь, обнимаюсь с удовольствием, это делаю, как настоящий радостный христианский сподвижник. После этого там все, что нужно, вот с Соней буду целоваться, обниматься 3 раза, детей всех зацелую. Воды голодных духов в апреле. Я чуть-чуть, оказывается, такой темп, когда каждый день проводятся вебинары, это очень тяжело. А еще и сеансы целительства, они очень тяжело даются. Вчерашний был очень тяжелый. Но к людям, по отношению к тем людям, которые были на сеансе, очень эффективный. Я обыкновенный человек. Я обыкновенный человек, который имеет группу людей, которые слышат, наверное, исключительно то, что им необходимо. Но это не значит, что они должны это одеть как свою собственную судьбу и жить принципом. А также я хочу вам сказать, я не ругаю. То есть я говорю, что люди, которые жили, там, люди, которые там, не захотели заниматься культурой, это не претензия. Это даже не констатация фактов. Возможно, это просто так получилось, что у меня не было должной информации, я не мог полностью эту информацию там анализировать. Но я могу сказать, что это отчасти и не моя информация. То есть я оперирую словами того человека, который в культуре находился в то время. И я не говорю, что буквально у всех людей, знаете, у всех людей не было там желания культуры, у всех людей там напрочь пропало, и все начали слушать шансон, у всех людей и так далее. То есть я не говорю буквально, понимаете, и это не претензия.
И я 100% не хочу этим обижать кого-то или там констатировать факт. Я верю, что существуют люди, которые любят музыку. Кстати, музыку, а еще и живопись, а еще и, возможно, там живопись тоже изменилась сейчас, более арт, знаете, там непохожесть, знаете, она тоже как-то вдохновляет, она удивляет, понимаете. Видите, можно сказать, что искусство перешло с позиции, наверное, потребительства в позицию, наверное, развлечения, с позиции развлечения. Раньше вдохновлялись живописью, да, смотрели на искусство древних, допустим, а сейчас она должна развлекать. То есть смотришь, оно не похожее, там смотришь, оно там с той стороны зеленое, с этой зайчик, да, из бетона вылитый. Видели, да, эти изображения? Шокирующие зайчики из бетона. У меня стоит рядом церковь, постоянно звонят в колокола. Как это влияет на нас? Можно влияние убрать? Звоны колоколов хорошо влияют на семью, это очищает. А вот обряды, которые проводятся в церкви, плохо влияют, если крест смотрит вам в окно. Если крест смотрит в окно или на улицу, то все, что попадает в сторону этого креста, не вот так крест смотрит, а вот этим планкой. Если планка в вашу сторону, то можете смело съезжать с того места, где вы живете. И магазины, все, которые... Первый магазин, который под планкой будет находиться, или первый бизнес, который под планкой, ни один из этих бизнесов торговать не будет. Будет очень плохо. У нас в Харькове есть Благовещенская церковь, и сверху на церкви стоит большой крест. И вот куда крест смотрит вот этими крестом, вот этими планками, там ни один магазин не торгует. И там одна площадь перед церковью, она не торгует, там всегда ни один бизнес не получается. Улица, я не помню, она там Дарвина называется как-то так. Вот там улица Дарвина, там где шоколадная фабрика была, не знаю, Свиточ она там или АВК. Вот там вся улица, все зэки там всегда жили, одни бандиты жили на этой улице, знаете. С другой стороны, там тоже ничего никогда не получалось, знаете. Но слева базар Благовещенский, а справа там Институт культуры, да. Тоже Харьков знаю, оказывается. Здравствуйте, а копирайтер, фрилансер. Можно ли в квартире использовать четкие искуша, обряды для бизнеса? Конечно, да. Если родителям, детям советовать читать мантры и давать свои четкие, можно? Пожалуйста. А если родителям, детям советовать читать мантры? Да, конечно, можно. Андрей Андреевич, как мне избавиться от испуга? Я вздрагиваю от неожиданных окриков и звонков. Завтра на СНГ можно от этого избавиться? Я уберу. Возьмите стаканчик воды. Никогда не болела. В прошлом году сходила всеношную на Рождество, а через год заболела гриппом, а потом все перешло в пневмонию. Это часто. Это часто прямо. Если пойти сейчас с пневмонией прямо туда, если сейчас пойти, то тогда сразу же пройдет. Будет как чудесное исцеление. Человек. И вот если сейчас ходить, то на следующий год будет еще. Не нужно ходить, это очень опасно. Дело в том, что сейчас мы уже осознанно воспринимаем это и хотя бы понимаем, как это устроено. После СНГ-3 через несколько дней начались хорошие результаты, а потом прошла СНГ-4 и все встало. Прибыли практически нет, очень медленно решается вопрос. Человек, который мне симпатичен, не особо проявляет взаимность. Проходила не онлайн, а в записи. Следующей ночью после трансляции. Хотела спросить, что повлияло на такой результат? Не нужно ночью проходить. Особое дыхание, которое на выдохе был звук «р». Для чего это дыхание, могли бы ответить? Я уже не знаю, о каком вы дыхании говорите. «Ура». Там такое дыхание «ура». Это дыхание обретения большого количества материального благополучия. Могу вам сказать, что человек, который проходит онлайн, получит то, что нужно в хорошем виде. Даже если проходит ночью. Но если вы хотите пройти, то тогда не нужно это делать ночью.
Если вы хотите пройти Сангая в записи, то на следующий день выспались и днем сделали вместе со мной. Вот так. Не нужно проходить это спустя время и ночью. Ночью я не провожу никаких практик со своими учениками. Я же это многократно говорю от первой ступени до 7. А еще я говорю о том, что человеку необходима психическая энергия. Я об этом же говорил. Что могло произойти? Могли просто гневные духи каким-то образом подключиться. Квартира могла привлечь внимание какой-то энергии. Понимаете? Ночь — это время отдавания энергии. Знаете, какие денежные практики ночью? Это же отдавание энергии. Понимаете? Подскажите, чтобы не упустить клиента. Больше о везении мне работать или как работаете? А у нас дом стоит на месте, где раньше было кладбище от храма, что ли. Ну, ничего страшного. Ученица школы. По жизни проблема с документами. Что не делаю, куда бы ни обращалась, всегда находят причину, чтобы не решать проблему с первого раза. Нужно рисовать шестиконечную звезду на своей груди. Тогда везение и успех будет. У меня есть великолепный вебинар. Хорошо. Шум Шабри как лучше работает, утром или вечером? И утром, и вечером. В случае, если необходимо привлечь деньги, то необходимо шумы такие слушать в вечернее время. Также я еще раз хочу сказать о том, что знаете, что мешает все-таки продать дом или продать большое количество земли? Первое, на нее, на эту недвижимость кто-то злится. На нее кто-то злится. Почему кто-то злится? Первое, кто злится, скорее всего, злится тот человек, которому обещали, что при продаже он что-то получит. Поэтому может быть такой человек? Может быть. Дальше. Тогда этому человеку нужно сказать, что или провести обряд откупа. То есть нужно провести обряд откупа, подарить что-то человеку взамен того, что он не получит что-то от земли. Дальше, второе. Злится кто-то в тот момент, когда покупал этот дом. А еще продать невозможно недвижимость в тот момент, когда человек на нее рассчитывает и рассчитывает куда-то вложить деньги. Вот тот человек, который рассчитывает вложить деньги, должен сказать, что я вложу, и дальше сказать, на кого он хочет вложить самого любимого человека. То есть я там хочу вложить, и дальше вот кого любит, сказать там на образование дочери. Или часть денег пойдет на... Главное продать после этого. Вы продадите, а потом тратьте как хотите. Но начать нужно, ну как бы, когда я продам деньги, то я потрачу это и дальше на внучку. Или там на сына любимого, или там на себя любимую сделаю себе силиконовое ухо, там, или еще и так далее. Дочь взрослая, а привычка давить прыщи, как справиться с этой привычкой эзотерикой? Эзотерикой никак. А вообще, как справляться с привычками и можно ли это делать человеку дистанционно? Конечно, это платная информация. Об одном из таких вебинаров, вернее, об одном из таких обрядов я рассказывал во время своего семинара «Обрядовая магия». Я говорил о том, что человека можно выкупать. Каким образом выкупается человек? Вы представляете, будто то, что человек выдавливает прыщи, это своего рода энергия, и создаете или делаете этой энергией определенную форму. Допустим, женщина, у которой большое количество дырочек на лице. То есть вы говорите, что эту энергию я представляю в виде вот такой женщины с большими количествами дырочек. Это чувство моей дочери, которая постоянно щипает там свое лицо или давит прыщи. После этого вы должны постоянно делать обряд преподношения для вот этой женщины. То есть заходите в магазин, подходите к этому магазину, вернее, идете по рядам и говорите: уважаемая там женщина, там, и даете имя, может быть, даже какое-то там, богиня всех давительных прыщей Буптихарата. Я прошу тебя, прими мой дар. И после этого мысленно ей дарите конфеты, она их ест. После этого там сало, колбасу, мясо. И смотрите, насколько она удовлетворена. Если она удовлетворена, улыбается и хлопает в ладоши, то после этого просите ее покинуть навсегда вашу дочь, чтобы она ушла. После этого ты наелась, да, ты полностью удовлетворена, да, ну иди. После этого, если уходит, то у дочери все проходит. Ну где-то вот так это выглядит.
Отдельно это, можно ли так с алкоголизмом? Можно. И с алкоголизмом, и с наркоманией, и с плохими событиями совсем так можно. Но дело в том, что люди такие иногда смешные, но я не критикую, я просто смеюсь. Они иногда такие смешные, они мне задают вопрос: Андрей Андреевич, сколько раз представлять? Это как надо, конкретика какая должна быть? То есть сколько раз представлять? Ну, я не знаю, а сколько раз делать? Хватит 108 или 109? Или 106? Или 4 в неделю? Сколько раз делать вообще? Мне когда нужно было что-то, знаете, я это делал со стервенением. Вот, допустим, я сегодня читал там надпись такую, женщина написала: я с больным ребенком так молилась перед иконой там Божьей Матери возле мощей, это было зимой, что даже несколько раз теряла сознание. Так вот молилась, и это помогло ребенку. Так вот очень сильно молилась, говорит, я теперь свято верю, там, зачем же так сильно страдать, знаете, это она молилась, наверное, часов 6 с этим несчастным ребенком на морозе и так далее, представляю. Это же очень сложный процесс. Вот точно так же и здесь. Это же очень нужно, значит, нужно и часто, и долго. Раз нужно, чтобы бросилось, значит, нужно и часто, и долго. Но люди думают так. А если так, чтобы чик-пук, все. Вот знаете, мне нравятся люди, они говорят: Андрей Андреевич, есть такая практика, я не работаю, дома безработная, мне там 47 лет, я не имею никакого образования, муж меня бросил, я живу с того, что сын мне помогает. Дайте какую-нибудь практику, чтобы я вот так вот раз и сразу имела там BMW X5 и поменяла себе на дом, квартиру. А то я чувствую, деньги где-то рядом есть. Они есть у меня. Быстрая практика — это я беру и отдаю. А дайте вот такое, чтобы раз и все, и быстро было. Скажите, ребенок родился, вы можете сделать раз, и он побежал? А можете сделать раз, ему 18 лет. А можете сделать раз, и сразу переспали только с мужчиной. Раз, и ему уже 18 лет. Или ей. Так можно сделать или нет? Можно ли сказать, что есть пути развития? Пути развития. Так вот, во всем есть... Ну что? А если я в воскресенье хожу в церковь, то что, если перестану? Вы знаете, сейчас вопрос с подвохом. То есть вы заставляете меня принять решение. То есть вы считаете, скорее всего, что то, что вы ходите в церковь, делает вас гораздо благословленным в глазах или в руках Бога. Одноногий. Понимаете? Пусть живут одноногие наркоманы, пусть живут там больные люди, пусть все живут. Но нужно улучшать здоровье, улучшать нацию, нужна социологическая работа, нужно выявлять, кто продает, выявлять, как перевозится. Вы знаете, молоко невозможно перевезти, а наркотики возможно. Что это такое? Ведь наркотики не производятся ни в России, ни в Украине. Тогда каким-то образом они переезжают. Тогда, если они переезжают, то, наверное, кто-то в этом участвует. Если кто-то участвует, найти можно. Тогда нужно выяснить, кто участвует, и после этого этих людей вывести за территорию своей страны, дать им жительство в другой стране и даже не убивать. Зачем они нужны? Понимаете? Ты нам не подходишь. Мы тебя лишаем возможности быть гражданином нашей страны, ты свободен. Ну все. На этом конец. Очень мне нравилась царская Россия. Там людей, которые были неугодные, их не убивали. Их везли в Сибирь, после этого там селили и говорили: вам не нравится что-то, вот живите, здесь для вас поселение. Давайте работайте, стройте, живите как вам хочется, и все. В лесу только теперь. И все. Много ли людей это изменило? Много. И изменило ли? Изменило. Они начинали обзаводиться семьями. Такие великолепные красивые города пооткрывались, как Новосибирск, как Тюмень, наверное, да. Андрей, скажите, пожалуйста, когда психолог работает с родом, это приносит вред или пользу? Когда психолог работает с родом, он приносит вред тому человеку, с которым он работает,
А проклятие и неудовлетворение, и какие-то состояния разрушения судьбы, которые выходят после этого у этого человека, влияют негативно на карму того психолога, который эти обряды проводил. Что в дальнейшем повлияет, скорее всего, на судьбу психолога в виде болезней или неприятностей у его детей. Вот так. Незнание от ответственности не избавляет. Как правильно поступать с ненужными вещами? Проходить первую ступень. А что если я в воскресенье хожу в церковь? Мне просто хорошо хожу, потому что там больше слышу, как-то себя мне там для души хорошо. Да ходите в церковь, я причем? Что вы пристали с этой церковью? Ходите, вам для души хорошо, ходите в церковь вообще. Я же не возражаю. Там пахнет хорошо, песни, там куча людей, понимаете, там можно разговаривать с кем-нибудь. Отлично, ходите. Нашли место для разговоров, знаете. Еще на могилы сходите. Скоро начнется. Праздник покойника называется, Хэллоуин, знаете. Когда человек живой был, к нему никто не приезжал. Стоило ему умереть, к нему каждый год приходят на кладбище. При этом ставят ему сверху еду, чтобы он подавился, да. Пока живой был, никто не давали. Когда человек умер, надо ему дать там и конфеты. Что ему конфеты никто не пересылал каждый год. Я не могу понять, у вас родные есть? Отправляйте им 2 раза в год конфеты, я не знаю, там, приедьте к ним домой, у них есть там двое. То есть, когда человек говорит, Кира, вычистите эту квартиру 1 раз в год и так далее. Получается, на кладбище идут и гребут эти кладбища, вытирают их, там, трут что-то, какие-то там поминки делают. А пока родители живые были, то никто дома прибраться не мог, знаете. Так вот, пока они живые, нужно было ездить, выгребать это все, кормить их, там, стройкой заниматься, мебель им перепокупать и там что-то давать. Кому это нужно, когда они уже умерли, знаете? Зачем это нужно? Мертвым мертвое, живым живое. А сейчас начнется шоу Довгоносиків называется, знаете, это... Ой, так классно, поедем на гробки, знаете, на кладбище. Придем на кладбище, напьемся, со всеми пообнимаемся, попоминаем. Боже, сколько счастья. А вообще, вы понимаете, если человек похоронен и это могила, то любая еда на могиле, это называется поклонение мертвым. Представляете? Поклонение мертвым. Поклонение мертвым называется эмпиризм. Любой эмпиризм – это сатанизм чистой воды. Любое поклонение мертвым – это сатанизм. Почему? Когда человек умирает. Он до воскрешения, которое описано в христианской Евангелии, не в Евангелии, а в Библии, да? Где описано воскрешение? В Библии, да, или в Евангелии? Где-то же описано, да? В Евангелии, да? Он до момента воскрешения попадает в мир мертвых, не в предбанник. То есть есть 2 мира. Мир мертвых и мир, это грубо мир, где находятся мертвые, и мир, куда попадет человек после того, когда будет суд Божий. Помните, да? И придет суд Божий, и после этого выйдут все праведники и неправедники, и после этого будет Иисус Христос с Божьим Отцом, который будет вести диалог и будет говорить, что ты сделал при своей жизни. И если ходил в церковь каждое воскресенье, то тогда в рай, а если в церковь не ходил, то тогда дальше в мир мертвых. Так вот, в мире мертвых люди, оказывается, после того, когда они умирают и попадают в мир мертвых, их в рай не берут сразу. Почему? Они ждут момента, когда придет концептуал и скажет тебе в рай или в ад. В этом мире мертвым, миром мертвых управляет князь мертвых. Правильно? Смотрите, любое поклонение миру мертвых – это поклонение сатане. Поэтому Иисус Христос воскрес, а остальные? Вы слышали о том, что Мария Магдалина воскресла? Или Лука, или Михаил,
или Николай Чудотворец. Скажите, где-нибудь слышно о том, что они воскресли? Вы смотрите, Иисус Христос воскрес, ждали две Марии его перед входом, он вышел, сказал: я воскрес. Там они после этого, солдаты сказали: Иисус воскрес, они сказали солдатам, солдаты сказали: чистилище. Это огонь и дым, это огонь горит, и горит кто-то там. Понимаете? Когда вы в церковь заходите, вот этот дым, откуда он взялся? Что это за дым? А почему он вкусно пахнет? Ведь дым должен гадко пахнуть. Это чтобы человек мечтал такой дым прийти и нюхать. Там все устроено, смотрите, что на кладбище, что на церкви одинаковые кресты. То есть, заходя в церковь, фактически заходите в могилу. Таким образом, я понимаю вас, там приятно. Хочется уже спокойствия. Тишины, спокойствия, приятного запаха, все нормально. Есть такой анекдот, попадает человек в ад, черта нового обучили, и он в ад попадает. Идет возле кастрюли, русские кричат, там грузины кричат, а возле одной кастрюли никто не кричит. Он говорит: неужели в кастрюле никто не варится? Что там никто не кричит? Он говорит: нет, там просто немцы. Он говорит: а что немцы? Он говорит: дело в том, что там у них в середине написано: уважаемые господа немцы, попав в кастрюлю, в которой кипит вода, молчите, не суетитесь и лежите ровно штабелями. Вот они читают и лежат. Все. Сангая в Благовещении будет. Вы же сказали, нельзя в празднике обряды проводить, а вы не участвуете. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к рунам, ученица школы? К рунам отношусь плохо. Евангелие – это благая весть. 4 апостола писали, каждый по-своему. Библия, Ветхий Завет и Новый Завет. Отлично. Библия еще по-другому, чтобы вы понимали, называется Тора. Тора. Ветхий Завет и Новый Завет – это Тора. Поняли? Тора. Если взять Тору и после этого прочитать Ветхий Завет и Новый Завет, то получится совершенно разные книги. Тогда получается... Где же концептуал? Знаете, концептуал, получается, отсутствует. Также я знаю огромное количество переводов Евангелия, где очень существенно меняется смысл. Очень существенно. Ну, я ни при чем. Подскажите, как правильно избавляться от икон, оставшихся с прошлого до кайласовского существования? Отнесите в церковь. Скажите, но ваш новый адрес еще не знаю. Может ли мир мертвых как-то помогать живым? Может. В случае, если живые страдают, мир мертвых помогает быстро умереть. Таким образом, этот мир мертвых человеку помогает. А почему нет? Это же помощь тоже. То есть живой не может умереть, ему тяжело, и после этого мертвые люди помогают этому человеку умереть. Они его помогают забрать. Огромное спасибо, что ставите мозги постепенно на место. Спасибо. Здравствуйте, как избавиться от икон, рассказал. Скажите, пожалуйста, какой эзотерикой можно повлиять, чтобы хорошо росли овощи в теплице? Можно повлиять следующей эзотерикой. Нужно обязательно, когда вы посеяли что-нибудь, обязательно возжигать палочку и читать мантру Ваджрасатве или Сатве. Ом Ваджасатва Самая Ману Палая Ваджасатва Тена Патишто Дритхо Мипхава Суташья Мипхава Супашьё Мипхава Ануракту Мипхава Сарвасидхи Мипраяца Сарвакарма Сучуме Читам Шрием Курухум Хахахахо Пагаван Сарва Татхагата Ваджама Мимунча Ваджипхава Маха Самая Сатва Аххум Пхат. И после этого этими словами запечатывать то помещение, где находится, и где-нибудь произвести изображение шестиконечной звезды или и мужчины, и женщины, которые обнимаются. Возле них и необходимо ставить алтарь вашего урожая. Там и возжигать палочку. А еще земля любит сладкое. Поэтому, когда земля не дает плоды, вот что любит беременная женщина, скажите? Сладкое, соленое сладкое, соленые огурцы сладкое. Вот когда у вас начинается там садите что-нибудь, возьмите килограмм сахара и пройдите и скажите, как беременной: кушай, кушай.
Серьезно. Таким образом она будет очень счастлива, и такая земля начнет плодоносить. Я такой обряд видел, как по полю ходили в Индии и сахар разбрасывали по полю. И говорит, мы каждый раз, когда там садим что-то на поле, обязательно разбрасываем сахар. Я говорю, а что вы будете, ананасы садить или что? Он говорит, нет, это обряд. Я говорю, эзотерика, очень интересно. Он говорит, ну это же саттва, земля. А земля, она беременная и должна дать плоды. То есть не когда садить, а когда посадили, она должна выносить. Так вот, чтобы она вынесла и родила, нужно обязательно ее сахаром подкормить. По чуть-чуть, это обряд такой. Очень работает. Раньше иконы по воде пускали. Ну, отлично. Что вы пристали ко мне с этими иконами? С которой проживаю беременность 6 недель, угроза прерывания. Настроена на прерывание беременности, не верит в эзотерику. Это будет аборт, и потом нужно проводы духов. Я хочу вам сказать о том, что пока нет угрозы никакой, то есть пока женщина носит, то пусть носит. Какое прерывание? Слушайте, зачем прерывать специально? 6 недель, ребенок нормально развивается. Ну и пусть нужно побороться за ребенка. Это же, наверное, скрепит отношения, скрепит или улучшит отношения между мужчиной и женщиной. Сейчас не эзотерикой нужно помогать. Нужно взять ее, отвести ее в женскую консультацию, произвести исследования, сделать исследования крови и так далее. И после этого уже делать выводы. А так прерывание беременности, ну ужас какой-то. Я в шоке. Год, как умер внук, 5 лет. Как правильно сделать поминки? Идите и делайте поминки. Никак. Подскажите, пожалуйста, подробнее по акции «Тибетская формула». Я сегодня увидела по акции 3 штуки кремов для лица по $10. Но когда делаю заказ, проходит по полной цене. Наверное, мы еще не успели сделать правильно подключить корзину. Спасибо, что вы сделали нам подсказку. Теперь мы сегодня-завтра все поменяем. Мы сделаем сейчас акцию, и она будет правильно выбивать. Да, у нас действительно есть акция «Купи 3 крема по цене $30». Очень хорошая акция, потому что крема имеют очень хорошее качество. Андрей Андреевич, на прошлых семинарах целительства вы пообещали произвести обрезание нитей связи с мертвым миром, но передумали. На этих сеансах проведете? Завтра на Сангая, скорее всего, проведу. Я желаю вам успеха. С вами был Андрей Дуйко. Еще раз хочу вам сказать хороших вам праздников. Праздник это прежде всего возможность побыть с близкими наедине. Праздник это возможность создать для них хорошее состояние и впечатление. Праздник это то, что дает возможность обниматься, лежать вместе, кушать вкусную пищу, делать подарки, держать кого-то за руки. Найдите в себе силы во время праздников быть добрыми людьми более чем злыми людьми. Найдите в себе силы и возможность быть терпимыми людьми. Терпимый и добрый человек – это тот, кто не указывает на недостатки другого человека, а тот, кто просто не обращает внимания. Поэтому не обращайте внимания, если кто-то вас бесит. Будьте толерантными, добрыми и хорошими людьми, даже если вам этого не хочется. С вами был Андрей Дуйко. До свидания. Ура! Завтра не проходит почему.